Ну вот, собственно, в этом все и дело. Именно поэтому на этой хорошей ноте я и заканчиваю свой сегодняшний пятничный вебинар. До свидания. Переключайтесь. Собственно, и уходите. Ладно, это была шутка. Давайте начнем. Давайте быстро поставим плюсики. Я не понимаю людей, которые живут в состоянии бесконечного апатии и бесконечного состояния уксуса, как я его называю. Мне нравятся, конечно, люди в большинстве своем, но я не понимаю, неужели не хочется так прожить, чтобы потом можно было что-то вспомнить? Откуда вы берете вот такое бесконечное уныние, апатию, злость? Где это берется вообще? Почему? Это может из-за плохой пищи или это загазованность такая? Это из-за загазованности может быть какой-то. Вам не нравятся люди, которые у вас в квартире находятся? Подойдите к зеркалу и посмотрите, появляется ли на вашем лице улыбка. В случае, если она появляется, то тогда и у людей, которые рядом с вами находятся, она тоже появляется. Если нет, то тогда вы, естественно, будете видеть унылые лица, понимаете? Я вообще очень хочу посоветовать делать все для того, чтобы в жизни появлялась хоть иногда улыбка. Знаете, я считаю, что если человек дает улыбку внешнему миру или миру, то, скорее всего, мир будет ему тоже улыбаться. И на этом наш вебинар закончен. И начинается второй вебинар, или вторая часть нашего вебинара. Партия вторая, серьезная. Еще не поняли, что я не в себе, да? Ну что, сегодня я должен извиниться перед теми людьми, которых я оскорблял на прошлом своем вебинаре. Так вот, хочу сказать вам, что я их оскорблял не специально. Я просто не успел перестроиться, и в момент того, когда я их оскорблял, я оскорблял их как врач. А мне нужно было их не оскорблять как врачу. Почему? Потому что я считаю как врач, что иногда те люди, которых я оскорблял, совершают ошибки и доводят людей до того, что у них появляются психические отклонения. И они потом лечатся. Я считаю, что если человек не знает этого, то тогда ему нужно на это указать внимание. Тем не менее, я сегодня должен извиниться. Я могу сказать вам, почему я вздыхаю. Это я от тяжести вздыхаю. Минут 10 назад я съел Биг Тейсти огромный и съел килограмм картошки жареной в Макдональдсе. Запил это 1 литром Кока-Колы, поэтому мне дышать тяжело. А для того, чтобы выглядеть хорошо, мне пришлось застегнуть все пуговицы, а оказывается, костюм немного тесный, поэтому я и вздыхаю. Но это не говорит о том, что я каюсь за то, что мне пришлось сделать это в прошлую пятницу и где-то сказать о своем понимании как врача, о том, что некоторые эзотерические практики, которые проводят все-таки некоторые люди, являются теми практиками, которые могут в дальнейшем привести человека к психическим расстройствам. Объясню, как это происходит, а потом уже извинюсь до конца. Итак, если вы читаете, и там написано «представляй у себя крылья на спине», и представляй, будто они машут, представляй, будто ты ангел, тебе это поможет. Если вы проращиваете из своего органа там какие-то солнцезащитные очки или какие-то деревья, там, я знаю, корни и так далее. Если вы где-либо что-то представляете, знайте, это ментальные элементы. Они в вас будут находиться всю вашу жизнь до того момента, пока при помощи определенных видов огненных практик, где огонь используется как предмет, не будет убрано. Вы же не знаете, как убирать это все. Так вот, я вам хочу сказать, все, что вы не представляли когда-либо рядом с собой, на себе, сидящие на себе, двигающиеся вдоль вас, там, символы, еще что-то, оно остается у вас на всю вашу сознательную жизнь. Это ментальные образы. Эти ментальные образы не являются частью вашего энергетического кокона и физического тела. И в случае, если вы это ставите
или представляете несколько раз в день, особенно очень долго, то это становится тем, что в дальнейшем не только разрушает вашу судьбу, а может еще препятствовать зарабатыванию денег, привести к тяжелой проблеме, допустим, если... Я уже боюсь это говорить. Если на спине представлять крылья, снова кто-то обидится и будет мне писать, там, что вы за мастер, если других мастеров там, критикуете. Я тот мастер, который критикует только тех мастеров, которые используют методы, которые приводят в дальнейшем людей к психическим расстройствам. Пусть эти мастера берут на себя ответственность, нести ответственность за то, что они говорят, продают, и после этого кто-то это применяет. Им повезло, что они не находятся сейчас в Америке или еще где-либо. Им не приходится отвечать за то, что они придумывают. Тем не менее, у меня есть пациенты, которые обращаются ко мне, и которые практиковали будь что рейку, космоэнергетику, и которые с ума свихнулись. Есть ли люди, которые в нашей школе с ума сошли? Да. Но они сошли с ума только в тот момент, когда они пришли в школу уже сумасшедшими. То есть они пришли сумасшедшими, и после этого не смогли справиться, и после этого начали чувствовать себя еще хуже. Я же не мог этих людей вычленить. Но у меня есть примеры, когда совершенно нормальные, совершенно разумные люди начинали заниматься в эзотерических направлениях, и после этого расходились с близкими, разрушали бизнес, теряли семью, и после этого сходили с ума. Скажите, это не хорошо или хорошо? Так вот, я как человек, который может идентифицировать то, что может принести вред, имею право говорить о том, что этот вред может нанестись. И тот человек, который услышал о себе это, должен сказать, раз этот человек говорит, как врач, что это может привести к разрушению и каким-то проблемам, может быть, прислушаться к нему. Я понимаю, молодость, амбициозность, возможно, где-то там состояние определенное, они могут заставить человека быть тем человеком, который думает, что я поступаю правильно и так далее. Не нужно так считать. Время расставит все на свои места. Оно так быстро и так хорошо все ставит на свои места. Просто дайте времени все это сделать. У меня времени было достаточно для того, чтобы оппонировать или для того, чтобы определить, что является вредным и что является невредным компонентом в эзотерике. Я могу сказать, что в целом эзотерическая наука, которая сейчас есть, и я не хочу оскорбить тех людей, которые занимаются или преподают эзотерику, но та эзотерика, которая была выпущена, она не до конца и не в большинстве своем неправильно и в большинстве своем негативно влияет на жизнь человека, на его состояние, благосостояние и внутреннее состояние. Когда я говорю эзотерика, я подразумеваю еще и религиозные направления. Почему? У меня есть знакомый, уже его нет, как говорил Кличко, недавно я общался с умершими милиционерами, да, точно так же я сейчас почти что сказал. У меня есть знакомый, на самом деле его уже нет, он умер. Он обучался в институте библейском, после этого сам был инициатором открытия библейского института, после этого сам был инициатором церкви. В этой церкви ему дали возможность жениться на той женщине, которую он не хотел, а которую ему дали. Я вам скажу, чем это все закончилось. Сначала он потерял имущество, а после этого у этого человека оторвался тромб в ноге, и он умер. Вот, но так же не должно быть. Так же не должно быть, согласитесь. Ведь, как по мне, если человек ходит в церковь, соблюдает службы, причащается, то он и здоров, и умен, и богат, и счастлив, и в семье у него все не наркоманы, не алкоголики, и игроманов нет, и все очень хорошо себя чувствуют. Это же разумно. А почему не так? А почему не так? Ну, это не ко мне вопросы. А это говорит о том, что здесь вам плохо, а потом после смерти будет хорошо. Вы в рай просто напрямую попадете. Понятно? Но это тоже не так. Александр Жиляк спрашивает: Андрей Андреевич, можно войти в круг? Дорогие друзья, у нас сегодня круга нет. У нас пятничный вебинар бесплатный, посвященный эзотерике и ответу на вопросы, что такое... Так, какой-нибудь эзотерический предмет найду. Что такое пурба? Сегодня я расскажу, что это такое, как ее нужно использовать. Скажите, это может быть интересным? Ведь в эзотерических товарах продаются вот такие штучки, никто не знает, как ими пользоваться. А я сегодня могу рассказать.
Итак, все-таки мне придется сегодня перед... Сейчас я ее фамилию вспомню. Ким. Ага. Сегодня придется все-таки, как я обещал, извиниться перед Дарьей Ким, о которой я говорил на прошлом вебинаре. Я против этой женщины ничего конкретно не имею. Я никогда не обучался и не покупал ее занятия и так далее. Поэтому я перед ней извиняюсь за то, что высказался, по ее мнению, негативно на нее. Хотя могу сказать вам, что... Если бы она могла посмотреть, сколько людей посещает вебинар, вот как сегодня, 11 тысяч человек, то же самое было на прошлом вебинаре, там 10-11 тысяч, то даже ее упоминание могло бы, наверное, улучшить ее посещаемость. Вы знаете, много людей бы хотело, чтобы я их вот здесь вот прямо упомянул. Почему? А ведь аудитория большая, ведь, правильно? Итак, Андрей Андреевич, можно... подсказать код для успеха, чтобы была и чтобы бизнес начал получаться. Для того, чтобы бизнес начал получаться, это очень хороший вопрос. Для того, чтобы бизнес начал получаться, у человека должно появиться ощущение такое, которое называется потенциал, как бы сдвинуться с мертвой точки. Самый простой способ выглядит следующим образом. Нужно набирать воздух, после этого представлять, как будто вам смешно, и после этого делать вот так. Я говорю вам серьезно, это самый лучший метод, как сдвинуть бизнес с мертвой точки. После этого приходите, садитесь в своем бизнесе, начинаете на все смотреть и делаете так. Скажите, это простая практика? Ее можно использовать? Пожалуйста, от меня вам подарок, можете ею пользоваться. Могу сказать, что она достаточно простая внешне, но для того, чтобы ее получить, вам нужно было бы в Индии несколько месяцев подметать в каком-нибудь храме полы. Тем не менее, могу сказать, что она очень-очень эффективно сдвигает человека с мертвой точки. Когда вам плохо, что нужно делать? Вот вас бросили, вы уже жертвой являетесь, вас уже не любит никто. Что нужно делать? А что вы делали раньше? Вы делали так. Меня бросили. Я такая несчастная. Вот как нужно. Хотите, сегодня проведем все вместе? Наберите полный рот Кока-Колы. Как нужно подходить к зеркалу? Подходите к зеркалу, набирайте полный рот чая, смотрите на себя и говорите: «Боже, какая я...» Все, теперь вы будете нравиться. Понятно. А у вас: «Ой, какая же, боже, какая я...» Ой, еще тут, да? После этого неправильно. Нужно вот так делать, как я говорю. Это сдвинет вас с мертвой точки. По поводу кодов и заклинаний. Неужели вы думаете, что я создавал коды и заклинания для того, чтобы их вот так просто так дарить во время вот этих вебинаров? Это же было с моей позиции, было бы неразумным. То есть я тратил какое-то время для того, чтобы снять информацию, которая связана с кодами, заклинаниями и всем остальным. Но скажите, с моей стороны это было бы опроветчиво, имея за своей спиной 5 детей. А я сегодня читаю вот этот семинар, и меня дома ждет... Один здесь, да? А дома меня ждет 4 детей. Скажите, я их должен чем-то кормить? Отдавать им имущество я должен или нет? Таким образом, я могу сказать, что если я торгую этими кодами и продаю эти заклинания, ну почему я должен их постоянно дарить всем? Потому что я добрый, но я так периодически их подбрасываю и даю. Но хотите заклинания, хотите коды, заходите на мой сайт, который называется Дуйко Гуру, где вы находитесь. Покупайте семинар, который называется «Заклинания» или «Коды». Читайте и практикуйте. Кто-нибудь покупал, читал, практиковал, нравится? Конечно, сейчас есть коды и символы уже 2-го уровня. Я скоро создам новый семинар, который будет называться «Символы и коды 2-го уровня». На него смогут прийти только ученики, закончившие не менее 4 ступеней. Здравствуйте, Андрей Андреевич, и все присутствующие. Здравствуйте. Итак, какой самый простой способ сделать так, чтобы в бизнес, А хотите, я сделаю так, чтобы у вас 2-3 дня, а сейчас суббота-воскресенье, ничего не получится, да? Работает, да? Вот смотрите, завтра суббота, да? Хотите, я покажу, как работает эзотерика? И когда будем заканчивать, я сделаю щелчок пальцем, и после этого у вас завтра будет такой бизнес, как никогда. На спор. Представляете, можно ли так сделать? Вы увидите, как работает профессиональный эзотерик. Не
тихо так, пак, и все. Хотите, я вам покажу, как вы не умеете работать с собой. И покажу, как это может быть. Один день бонуса вот такого, представляете? Я обязательно вам это сегодня, нельзя так говорить, сделаю. Наверное, смогу вам это организовать. Шумы работают, конечно. А если снится пара чисел, что-нибудь может значить? Мне приснилось 2,6, 2,8. А почему ж пара? 2,6, 2,8. А если мне снится 2,7, 2,8, 3 единицы, 4 четверки, 5 нолей, девятка, двойка, 3 единицы, 5 восьмерок, 4 шестерки, 5 нолей. И так вот постоянно снится. Значит ли это что-нибудь? Значит. Открываю книгу, которая называется «Диагностировка или диагностирование психических расстройств». И там есть такое психическое расстройство, называется состояние тревожности. Оно обусловлено тем, что у человека постоянно появляются идеи, как будто он начинает в чем-то видеть последовательные появляющиеся подсказки. То есть либо везде двойки, либо везде шестерки, либо двойки там во сне снятся, либо 4-6 на всех машинах, либо семерки, либо еще что-то. Понятно? У вас это есть? Спать хочется днем. Ощущение бесконтрольности мышечной ткани на лице, частые тики. Днем хочется спать очень часто. Вас тошнит и болит голова без объяснимых причин. Во время разговора вы хотите все время спать. Это говорит о том, что у вас тревожное расстройство личности. И вам нужно просто его полечить. Чем? Нейролептиками. Какими? Ну, какими-то. А если этого нет, то можно полечить нейролептиками. Если нет, то и не нужно. Супер, хотим. Я завтра работаю как раз. Очень нужны заявки. Отлично. Если снятся числа, значит вы бухгалтер. Если человеку снятся числа, то это ничего не значит. Как, впрочем, когда сны снятся, это ничего не объясняет. В большинстве своем. В случае, если сны снятся, и человек после этого обращает на них внимание, знайте, закономерности особой практически никогда не бывает. Также, если вы хотите быть профессиональным чтецом снов, то знайте, все, что снится, нужно все читать наоборот. То есть снится, что отдают, значит заберете. Снится, что забирают, значит отдадут. Снится, что кричат на вас, значит кто-то будет хорошо к вам говорить. Снится, что зуб вырывают, значит новые зубы будут у вас. Понимаете? Снится, что деньги отдаете, значит деньги получите. Снится, что получаете, значит отдаете. А в случае, если у вас есть соник, и вы по нему читаете, то знайте, когда вы прочитали, то это уже может сбыться, потому что это называется суггестия или внушение, которое может привязать программу и исполнить ее только потому, что вы ее прочитали. Поэтому создайте для себя сон. Алло, алло.
Давайте быстро напишем. Сейчас 3 минуты, полминуты, она подойдет. Давайте быстро ставить плюсики. Слышно меня или нет? Пропали, скоро появится. И видео исчезло. Это видео исчезло, да, камера. Ах ты ж, боже мой. Да, досмеялись. Андрей Андреевич, подскажите, купила браслет с 4-лучевой ваджрой. Можно ли его носить на руке? Да. На какой носить на руке? Если отдавать нужно, носите на правой или продавать. Если наоборот, забирать что-нибудь, носите на левой. Посоветуйте, входить ли мне потребительский кооператив Freedom Service в Астане. Все, что есть в наличку, хочу вложить. Благодарю позже обязательно. Ваша ученица. Не надо. Все, что есть, спрячьте, никому об этом не говорите. Freedom у вас все от Freedom. Андрей Андреевич, добрый день. Добрый вечер. Подскажите, что делать, чтобы отдали долг? Проходить первую ступень, друзья мои. Это все там объясняется, как сделать так, чтобы человек отдал долг. Самый простой метод, ну ладно уже, раз вы посещаете, нужно же давать какую-то информацию. Самый простой способ заставить человека отдать долг, это нужно брать растение толстянку, ложить на язык себе этот листочек и произносить мысленно: отдай долг, 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 отдай долг. И так засекать хотя бы 10 минут. Делайте каждый день по 10 минут, не знаю, 1 неделя и долг отдастся, если они есть. Потому что их отдать не могут, только потому что нечем отдать и денег нет, понимаете? Вы знаете, что многие должники мучаются от того, что они не могут отдать деньги или отдать долг. Почему они мучаются? Совесть мучает. Тогда нужно делать еще так, чтобы нужно ехать к должнику, помогать ему заработать, и после этого забирать у него деньги в тот момент, когда он заработает. Но других способов нет. Почему? Нужно было смотреть на человека, которому вы занимали деньги. Если человек не умеет зарабатывать, то тогда, ну обычно же обманывают, да, то есть говорят: я вот отдам, там, давай займу. Давайте спросим у кого-нибудь, кто занимал и сейчас никогда не захочет этого делать. Алена, вот у тебя появится желание занимать, ты уже будешь занимать? Помнишь, когда-то, очень давно, 7 лет назад, я тебе говорил когда-то, ты подошла ко мне и говоришь: Андрей Андреевич, займите денег. Помнишь? Я тебе тогда сказал: ты знаешь, Алена, я не хочу их тебе занимать, и ты мне за это скажешь спасибо. Вот. И ходи на семинар. Видишь, я был прав. Конечно. А как с золотой купюрой работать из вашего магазина? Хочу заказать. Самый простой способ замагнитить или сделать что-то с золотой купюрой или с какой-либо купюрой, это вот что нужно сделать. Берете, допустим, какую-нибудь сумму денег. Сейчас я какой-нибудь конверт возьму, у меня там есть суммы денег какие-то, если еще никто не повытаскивал. Вот есть. О. $2. Вот. Что я делаю? Я беру вот так, ставлю $2. Представляю, будто я эти $2 спалил. Или представляю, будто проходите первую ступень. То есть представляю, будто эта купюра, она стала энергетически чистой. Теперь какой я должен сделать обряд для того, чтобы эта купюра стала магнитом? Кто знает? Это я не для того спрашиваю, кто знает, чтобы кого-либо оскорбить. Потому что я только умный, я только знаю, вы вот такие, не знаете. На самом деле я делаю не для этого. Я просто хочу узнать, у кого какие варианты есть. Итак, самый правильный вариант. $2 купюра – это две палочки, которые соединены между собой в виде чего? В виде плюсика. Смотрите. Один плюсик, вернее, одна палочка, вторая палочка, плюсик. А если палочка одна, то плюсика нет? Нету. Тогда почему нужно использовать $2 купюру? Она может стать магнитом, если вокруг нее поставить плюсики. Каким образом это нужно сделать? Я представляю, ложу $2 купюру и говорю:
ставлю вот так плюсик и говорю, пусть этот плюсик прибавит, и дальше произношу материальное благополучие, представляю очень много материального благополучия, любви, представляю, будто есть хорошие отношения, там здоровье, и ставлю вот такой плюсик, переворачиваю, и с другой стороны говорю, там имущество, там крепкой любви, еще чего-то. После этого делаю несколько раз вот так рукой и дую. Все, у меня вот эта купюра замагничена. Фактически я вам дал метод, как сделать 2-долларовую купюру профессионально заряженной. Естественно, если у вас есть 100-долларовая купюра, будет ли она работать? Конечно, только нужно 100 крестиков поставить. Когда приходили ко мне и говорили, Андрей Андреевич, а можете зарядить 20-долларовую купюру? Я говорил, конечно могу, но я заряжаю только 2-долларовую. Почему? Потому что 2-долларовую нужно поставить только 4 крестика вокруг и что-то представить, а с 20-долларовой нужно будет 20 крестиков поставить вокруг нее, перевернуть еще 20 крестиков. Это сколько времени займет? А 100-долларовую можно? Можно. Только 100 крестиков нужно этих ставить по бумажечке тогда. Тогда нужно ли такую купюру заряжать? Конечно, 2-долларовую и одну. А если у вас 2 заряженных купюры, то тогда одна из них не работает. Потому что у человека один артефакт может быть только в одном виде. Поняли? Нельзя накрестить ваши купюры и положить их эту в сейф, эту в одну сумку, эту в кошелку и так далее. Ни одна из них не будет работать в дальнейшем. Почему? Это артефакты. Артефакт может работать, магический артефакт, сделанный одним человеком, для этого человека может быть только в одном единственном экземпляре. Поэтому я очень часто говорю, четкие одни, там бусина, снимающая информацию, одна. Там талисманчик какой-нибудь один и тот же. Нельзя носить, допустим, на себе 2 одинаковых талисмана. Можно носить 2 разных. Таким образом, один артефакт, сделанный человеком для себя в единственном экземпляре или для него в единственном экземпляре, должен остаться для него в единственном экземпляре. Конечно же, почему не срабатывает? Потому что сделали у меня такие 2-долларовые купюры, я их зарядил на морском курсе, и после этого прошло время, и после этого человек говорит, у меня не получается, они не притягивают деньги и так далее. Я говорю, а у тебя еще одна есть? Да, но я их 3 штуки сделала. Одну ношу в сумочке, одну в курточке, одна в сейфе лежит. Ну так зачем тогда? Нужно было делать их 3 штуки. Отдай 2 кому-нибудь из близких. Мой сын играет больше 10 лет, ставит ставки на спортивные матчи. Проиграно очень много денег, разговаривали, ходили по бабкам, уговаривались, ругались, все без результата. Существуют способы избавить его от зависимостей. Чем я, как мать, ему могу помочь? Нужно представлять каждый день, будто разговаривая с этим человеком, вы видите в нем очень маленького ребенка, и вам жалко этого ребенка так, как будто у вас в горле комок. И после этого он бросит играть. Вот если вы будете часто общаться, представляя, будто в вашем горле комок, но не обиды, а вот такого страдания, как будто он только родившийся ребенок, то если это делать часто, думая о нем или разговаривая с ним, представлять или ощущать этот комок, то этот человек бросит быть игроманом. Может ли мама это для него сделать? Да, вот он метод, пожалуйста, можете использовать. Но что будет мешать? И вы начнете сейчас делать, и что будет мешать? Вы не можете долго и сконцентрированно это делать. То есть это будет выглядеть так, 1 секунда, 2 секунды, а этого недостаточно. Именно поэтому я говорю, что для того, чтобы делать это профессионально, у человека должна быть очень сильное сконцентрированное сознание. Именно поэтому очень часто я говорю, что практики, которые я даю вот так в виде бесплатных каких-то передач, они, как правило, не работают. Потому что обыкновенный человек начинает ощущать это, и после этого появляется обида, после этого появляются идеи какие-то, это все мешается в голове, и в итоге ничего не получается. Вот. У того, который работает, мама, допустим, с сыном, правильно? А еще... Я говорил вчера во время вебинара, что когда человек начинает работать с другим человеком, у него не должно быть никаких чувств. А как у матери не может быть чувств к своему ребенку, правильно? И вот в этот момент, когда она работает, если есть чувства, ничего не получится. Все, ничего не получится.
Холодный ум там, он очень правильно работает. Я заказала в магазине золотую купюру, одну себе, одну другую. Будут и одну мужу. Они будут работать? Конечно. Закончила первую ступень. Если можно, посоветуйте, пожалуйста. Дочке 5 лет, сосет большой палец. Соску в рот не брала. Как отучить? Мажете ночью, когда ребенок спит, пальчик йодом целиком. Йодом целиком. Не бойтесь, йодом или хной. В Турции у детей очень часто появляется сосание пальца. И в Турции используют этот метод, разводят хну или басму, и после этого обмазывают большой палец хной или басмой. После этого ребенок просыпается ночью или просыпается утром, начинает смотреть на свои пальцы, они черные, и в рот не берет. Очень хорошо работает, правда. Попробуйте. Подскажите, пожалуйста, а пост белой доши можно начать сейчас весной или только надо начинать с Нового года? Пост белая доша начинается исключительно в начале Нового года и заканчивается при окончании 1 года. Можно ли его начать сейчас? Нет, обязательно должен быть какой-то праздник. Но можно его начать во время Рождества. Или во время крещения. Или во время там Пасхи, да. Ну это же крещение, да. Вот можно начать на Пасху и закончить потом на Пасху, белую душу. Ваш ученик жену в частном доме, занимаюсь резьбой по дереву. О, вместо колонн на заборе вырезал ростовые фигуры. А что можно вырезать на основные колонны на входе, чтобы это эзотерически приносило пользу и защищало? Я не могу понять, вам или пользу приносить, или защищать? Ведь подумайте сами, если защищать, то это и оттолкнуть должно. Вы должны понимать, что если будет стоять женщина с распротертыми руками, с красивой грудью, допустим, вот так, то это будет привлекать много клиентов, и не клиентов тоже. А если будет стоять мужик в виде Халка с кирпичом, поднятым над головой, то это будет отталкивать кого? Всех. Тогда что нужно, чтобы там было? Любое изваяние совершенно, оно не должно не привлекать, не отталкивать. Это должно быть цветы. Это могут быть какие-то орнамент какой-то. Зачем вам притягивать и отталкивать? Притягивать и отталкивать в виде вот такого фетиша не нужно. Пусть оно будет уже у вас в голове. С этим работать легче. У меня 4 четок, у меня 4 четок, так нельзя? Нет. А если разница, когда даешь деньги в долг и когда брокеру их не возвращают, и что делать, чтобы вернули? Вы брокеру, когда отдаете деньги, то вы просто не понимаете то, что вы их дарите. Вы просто должны это знать. Давайте я вам открою глаза немножко и скажу. Когда вы деньги даете брокеру, вы их дарите брокеру. Почему? В наших странах нет такого понятия, как защита вкладчика. Оно у нас ни в Российской Федерации, ни в Казахстане, оно у нас нигде не обусловлено вообще. У нас даже если нотариально вы занимаете деньги кому-нибудь, то после этого этот человек имеет право не отдать. И только в случае, если вы очень-очень там знаменитый человек, можете дать деньги прокурору, там кому-то заплатить и так далее, то тогда кто-то будет забирать и большую сумму. Или бандиты. Вы знаете, с чего бандиты живут? Вот они так и живут. А там, когда у вас $1000, вы кому-то заняли, даже можете не писать это. Даже за $15 000 сейчас милиция ничего не делает. Даже за 30 никто не хочет ничего делать. Вы представляете? А когда у вас возьмут $350 000, то можете просто их отдать и радоваться. Почему? Можете точно знать, вам их вообще не отдадут никогда. Вообще. Если не залога, не нотариального, не отдадут вообще. У вас есть эти деньги, дайте мне, обещаю. Вы мне ничего никогда в жизни не сделаете. Почему? Потому что для того, чтобы что-то сделать, нужно заплатить. Кому? Прокурору, следователю, там, да, или бандиту, или еще кому-либо. А у меня уже есть деньги. Получается, если меня садить, то тогда меня посадят на 7 лет лишения свободы за мошенничество там, и так далее. Но я дам просто $7 000 или там, 20 000 или даже 30 из этой суммы для того, чтобы меня не посадили. Правильно? Живем в таких странах, получается. Мы в таких странах живем, вы представляете? У нас это все никак не аргументировано, но популистика есть, и вот думают, что инвестиционные проекты, что с вами? В наших странах это абсурд.
Мы ждем инвестиций из-за границы. Сейчас вам инвестиции из-за границы дадут. С какой вдруг стати? В стране, в которой валовый доход падает, в стране, в которой ничего никому не интересно, вдруг инвесторы прям горят желание вложить в сапожную мастерскую. Да? Приходила женщина буквально сегодня и говорит, там у меня там сапожная мастерская, мы там сапоги делаем какие-то, ремонтируем и так далее. Нужно нам срочно 10 тысяч долларов для того, чтобы купить еще один станок. Я ей говорю, не нужно вам 10 тысяч долларов. Работайте на том, чем у вас есть. Откладывайте деньги, раз у вас сверхприбыльный бизнес. Когда отложите, сможете купить. Конец. Все. Вы себе придумаете. Это ж правильно. Не, ну мы не можем отложить. А если не можете, значит ваш бизнес неприбыльный. А раз неприбыльный, то занимать вам и не нужно. Правильно? А? Ну да, и станок не поможет. И станок не поможет, конечно. Она говорит, но у нас долг 200 тысяч долларов. Я говорю, о, и у нас дом забирают. Я говорю, ну так отдайте дом, раз у вас его забирают. Мы же не виноваты, мы не собираемся никому платить. Но они же не виноваты, что они сделали такой хитрый договор, согласно которого вы вместо 200 тысяч должны выплатить 400. И они же не виноваты, что вы не читали и не разбирались и подписались под этим, правильно? Это как в еврейском анекдоте. Знаете этот анекдот или рассказать? Приходит мальчик, идет мальчик, дровосек домой и говорит, хочу я домой прийти, хочу рюмку водки выпить. Зашел в ресторан, а там торговец иудей стоит в одежде, с кипой, и подходит к нему и говорит, дядя Мойша, можно я у вас выпью водки? Он говорит, можно, а что нет, 1 рубль стоит. Он говорит, а у меня нет рубля, а можно я так выпью, чтобы я вам завтра отдал деньги? Он говорит, ну конечно можно, но только ты должен мне под залог что-нибудь отдать. Он говорит, ну вот возьмите, у меня топор есть, хорошо. Ну вот я тебе под топор дам 1 рубль, хорошо, но есть одно условие. Какое, дядя Мойша? Ты сегодня у меня берешь рубль, а завтра ты этот рубль должен будешь мне отдать, но только не 1, а 2. Договорились? Договорились. Хорошо, на тебе рубль. Но, слушай, как тебя зовут? Меня зовут Ваня. Послушай, Ваня, ты хороший человек. У меня к тебе очень хорошее предложение, потому что ты мой друг. Если ты мне сегодня отдашь рубль, то завтра тебе можно будет отдать только 1 рубль, и ты будешь должен на 1 рубль меньше. Представляешь? А это уже, правильнее. Что ж тебе быть должным 2, если ты можешь сегодня отдать 1, а завтра только 1 у тебя останется. Хорошо, хорошо. Ну давай рубль. Тот дает, он говорит, ну хорошо, завтра отдашь мне просто рубль и все, и приходи за топором. Тот выходит и говорит, ну надо же, хотел выпить, зашел к этому мужчине, отдал топор, занял рубль, уже рубль отдал, и нет топора, еще рубль должен, и водки не выпил. И все правильно, вы понимаете, и все правильно. То же самое происходит, когда вы приходите, и у вас все правильно, знаете. Вы говорите, как я могу, я уже 200 тысяч выплатила, еще 200 должна. А что? Знаете, как говорит у нас один наш банкир в прошлом, да, он говорит, у него 2 вопроса, чего, и после этого, а что? И вот где-то точно так же происходит. То есть вы приходите, и вам говорят, да, вы должны 200 тысяч долларов, но я же 200 тысяч отдала, а сама хата моя стоит там 200 тысяч. А что? Ну еще давай, еще работай. А так я так не согласна. Так ты дала согласие свое в тот момент, когда ты подписала, а все остальное не имеет значения. А у нас законы, это закон Российской Федерации, Украины, любых других стран. Там написано, что если ты заключаешь договор, и ты прочитал, и ставишь свою подпись, то ты согласен. И неважно, есть у тебя образование, чтобы понять то, что там написано, или нет, ты уже виноват. Поэтому, когда люди приходят и говорят, ипотеку не дают, я говорю, перекрестись, слава Богу. Но нам негде жить, и не будет где жить, если возьмете. Почему? Знаете, сколько историй? Взяла 200 тысяч, после этого квартиру купила, ремонт сделала, теперь отдает уже, и уже не 200 отдала, а 400, и конца краю не видно, когда отдаст. Понимаете? И после этого говорит, все, и теперь у нас нечем отдавать, и у нас забирают. И вот когда заберут, правильно сделают. Ужас какой, да? Зато очень честно. Я не противник ипотеки. Я вообще хочу вам спеть песню «Отдайте ваши денежки, иначе быть беде». Не поле, не алмазы и не лес, а поле чудес в стране дураков. Понимаете? Понятно? Отдайте ваши денежки. Знаете, есть даже такое, я сегодня видел такое, даже не видео, а такую картинку.
Подходит один человек к другому и говорит, так, быстро мне, здравствуйте, быстро мне перепишите свою двухкомнатную квартиру. А что это вы себе позволяете, мужчина? Я не с того начал. Верите ли вы в Иисуса Христа? Представляю. Вот то же самое получается. Сейчас все христиане, которые уже пока еще не отдали, начнут меня ненавидеть. Здравствуйте, что вы со мной сделали? Это уму непостижимо. Только что буквально часть назад обнаружила. Ой, Боже, что ж я сделал? 10 лет уколы в глаз с операцией оттягивала. Я же ничего не говорила вам, сейчас прекрасно вижу. Чисто в глазах, ничего не мешает. Друзья, кто был на 39-м морском курсе, представьте, как мало времени прошло. Сегодня второе рождение. Прыгала по дому и радовалась, как маленький ребенок. Спасибо, Андрей Андреевич. Здоровья вам, вашей семье. Галина, Санторинь. О, какое вино вы передали мне из Санторини. Намек. 2 бутылки. Очень вкусное. Там одно было такое вообще, которое ночью негры в темноте давят своими ногами из черного винограда. Оно получается черное, в бутылке невидимое. В черную бутылку фасуют под покровом ночи. Называется черное санторинское вино. Вот это да. Нет, правда, я вам говорю это серьезно. В Санторини выпускают такое вино, которое делают ночью, срывают и после этого ночью делают. Представляете, Санторини это остров, на который не бывает дождей. И там очень быстро все растет. Почему? Потому что скалы пористые, и они вытягивают и фильтруют воду из моря. И очень увлажненная почва. А из-за того, что постоянно вот это морское давление, то вытягивает постоянно, и как губка там на ней все произрастает. Представляете, у них одна из особенностей, особенность вина в том, что там растут самые сладкие сорта винограда. Вот нету более сладкого, чем на Санторини. А еще на Санторини 2 вида песка, черный и красный. Когда-нибудь будет возможность, едьте на Санторини. Это в Испании. Александр Клименко, не удаляйте мой вопрос к Андрею Андреевичу. Александр Клименко будет наказан. Получится ли у меня продать нежилую квартиру под коммерцию весной 2018 года? Конечно, получится, конечно. Все, получится. Что означает с точки зрения эзотерики день рождения? Или в этот день нужно делать и что не нужно? С точки зрения эзотерики день рождения – это время, когда вы задыхались. Вы были подключены к маме, и она начала чувствовать боль. То есть это было время эпицентра и просто нереальной боли. В этот момент вы испытывали боль, а когда вы начали отделяться от маминого, когда матка начала сокращаться, то вы начали задыхаться, потому что пупочек был уже отключен от общего цикла кровообращения, кислород перестал поступать, и вы начали, по идее, захлебываться уже жидкостью, которая и так была у вас в середине вас. В этот момент ребенок проходит несколько элементов колоссального, сильнейшего стресса задыхания. Это для него колоссальный стресс. Этот стресс на подсознании откладывается, и каждый год во время этого рождения у вас появляется спазм сосудов, стресс и выделение адреналина. Тогда нужно ли это делать еще дополнительное добавление с добавлением адреналина, стресса и всего остального? Да, там, мягком внутреннем состоянии и так далее. Понимаете, вот что происходит. Какое настроение должно быть у человека во время его рождения? Хотите, открою секрет. У каждого человека в момент того, когда он рождается, и каждый год во время его дня рождения у него плохое настроение с утра. Когда человек просыпается, у него плохое настроение. Поэтому, если у вас плохое настроение, когда вы в свой день рождения просыпаетесь, то есть отпустить чувства, отпустить мысли, а постараться проследить, какое же у вас все-таки настроение. Если плохое, это говорит о том, что энергетическое тело работает у вас правильно. Вы снова начинаете проходить родовые пути, у вас снова вновь начинаются вот эти элементы задыхания или элементы асфиксии, и у вас вновь это происходит. Что нужно сделать в эти дни? В эти дни нужно, как вот в момент своего рождения, вот этот день, нужно провести как можно больше, наслаждаясь. Как нужно провести этот день? Едете в теплый бассейн, плаваете там, кушаете после этого, особенно с близкими какими-нибудь людьми, ну не какими-нибудь, а самыми близкими.
И после этого идете на массаж, пусть вас массажируют, спа-процедуры, пусть намазывают вас маслом, массажируют вам голову, моют ее, если у вас есть волосы еще пока. Делайте так, чтобы у вас было как можно больше комфорта. Укутайтесь в что-нибудь теплое, отлежите этот день. Если так сделать, то это дает сумасшедший, потрясающий и огромный выброс энергии на следующий день. Вот на следующий день будет радость, счастье, удовольствие, и год целый проживете. Нужно ли что-то делать? А что еще нужно делать? Нужно ли какие-либо мантры читать? А что, дети мантры читают или что? То есть я понимаю, взрослый вырос там. Это за один день нужно было мантры читать. А уже когда переродились, то уже поздно было мантры читать, понимаете? Нужно, что делают дети? А скажите, детям нужно читать мантры для того, чтобы их обожали? А скажите, что больше всего ребенок любит делать? И вот смотрите, у кошечек рефлекс такой. Кошечка кормит сиськой котика, и он цепляется зубками и лапками, она его переносит. А ребенок, он разве цепляется за мамочку или нет? Давайте я отвечу. Нет, не цепляется. Тогда скажите, какой был первый рефлекс коммуникации ребенка с внешним миром? Я вам отвечу. Это улыбка. Ребенок начинает улыбаться внешнему миру. Он начинает таким образом коммуницировать. Это говорит о том, что для человека очень важна коммуникация при помощи улыбки. Это говорит о том, что если ребенок умудряется коммуницировать так с матерью, окружающим миром, то это единственная, чуть ли не самая лучшая коммуникация, которая вообще существует в природе. Начинайте улыбаться, друзья мои, а иначе вы очень отдалитесь от того, что вы были ребенком. Ребенок не имел болезней, в момент рождения нет. Конечно же, коммуникация может привести к тому, что человек становится как ребенок. Конечно. Можно ли при помощи улыбки полечить себя? Конечно. Где у вас болит, представляйте, будто там улыбается. Конец. Это полечит вас от болезни. Понятно? Никто недооценивает элемент улыбки. Очень напрасно. Улыбка – это самый яркий, развитый эзотерический предмет. Или самая развитая эзотерическая отрасль, наверное, коммуникация и вообще свойства человека, врожденное. Тогда что, конечно, тогда что должен делать ребенок или что должен делать человек, который только родился? Он должен всеми силами сосредоточиться на том, что он улыбается. Поэтому, если вы родились, утром проснулись, начинайте улыбаться. Говорите, а у меня сегодня праздник, я счастлив, потому что близкие рядом со мной. И что может самое плохое произойти с вами? В этот день самое плохое – это то, что вы напьетесь. Почему? Это уберет у вас возможность быть счастливым. Ребенок же не пил там, кроме молока, ничего. Он ел и спал, он там общался с близкими. Где лежал ребенок? Он лежал рядом с грудью. Поэтому, если вы мужчина, ищите грудь. Если вы женщина, ищите мужчину. А если нет этого возможности уже никакой, ничего страшного, тоже ложитесь и все. А если у нас 22-я мантра Наурыз, Новый год восточный, можно в эту ночь сделать ритуалы? Конечно, можно. Будет посвящение второй ступени, пока не знаю. Какую можно делать татуировку эзотерическую себе и какие нельзя делать? Эзотерические татуировки нельзя делать в случае, если есть изображение огня или есть изображение колющих и режущих предметов. Нельзя серп, нельзя меч, нельзя нож, нельзя пика, нельзя. Дальше огонь даже вытатуированный черно-белым цветом нельзя. То есть огонь, вилка, трезубец, колющее что-то, это все нельзя. Если это нанести, то люди плавно будут отдаляться и будут теряться и в отношениях, и в бизнесе, и во всем остальном. Понимаете? Поэтому никаких ни трезубцев, ни символа Украины, ни символа Мазерати, ни острых краев. Все должно быть кругленькое. Инь и янь. Инь и ян. Можно ли такой символ рисовать? Данный символ, если вы обведете себя и нарисуете в середине своего энергетического кокона, приведет вас к тому, что вы будете малохольным. То есть это приведет к тому, что вы не захотите работать, а в дальнейшем у вас появятся навязчивые идеи. Также это приведет однозначно в скором времени к тому, что у вас появится проблема с левым или правым тазобедренным суставом. Или с левым или правым плечевым суставом. Рано или поздно. Давайте сегодня напишем, а кто выполнял такие практики и рисовал в середине себя или перед собой символ инь и ян? Напишите, есть ли проблема тазобедренного сустава или нет. А теперь вопрос, кто будет за это отвечать?
Андрей Андреевич, можно подсказать практику, мантру или визуализацию здійснення задуманного проекта в бизнесе? Конечно, делайте так. Покупайте мой семинар, который называется «Доктрина бизнеса», дальше второй «Эзотерика для бизнеса». И там проходите первую ступень. Что с вами? Почему я должен это делать? Нет, нельзя, не подскажу. Пожалуйста, очень нужно. Брату снится один и тот же сон. Со змеями, очень прошу объяснить. Если снится сон со змеями, это говорит о том, что есть приворот. Что нужно сделать? Нужно вот так поставить ручки, сделать пс и представить, будто из попы или половых органов выпала змея. Представить там мордочку какую-нибудь, там кучерявенькую, красивенькую и так далее. И ногой вот так придавить. После этого ножичком вот таким пурбо или обыкновенным перед своими ногами поставить вот такую черту. Все. Быстро. Можно ли это сделать брату на расстоянии? Можно, если вы умеете подключаться. Заряженная купюра пока очень поднимает настроение. О. Даже ради этого всем рекомендую приобрести. Ой, спасибо, так приятно. А можно ли носить на груди серебряную подвеску в виде плоской важи с 4 сторонами? Не опасно ли это? Не опасно. Я вообще хочу вам сказать, что самая лучшая защита для мужчины – это ношение браслета золотого в виде кольца на левой руке. Самая лучшая защита для любой женщины – это ношение любого украшения с красным камнем. Это может быть рубин, это может быть гранат, это может быть какой угодно. Есть на вас гранаты, можете не переживать уже, не сглазить, не испортить, не навести порчу никто не сможет. Только влюбиться можете в этот момент, и все. Как правильно делать, чтобы поехать на морской курс? Сначала надо пройти хоть одну ступень? Конечно. Вообще, вы можете не проходить ступени и ехать на морской курс. Но хочу вам сказать, что вы от этого потеряете. От чего вы потеряете? Вы просто не будете достаточно понимать, что там происходит. То есть человек, приезжая и думая, что я все знаю, у меня все получается и так далее, похож просто на ученика школы, который 6 лет непонятно чем занимался, но знает, что такое цифры. И после этого приходит на занятия математического анализа, где ему рассказывают о том, что такое интегрированные формулы, о том, что такое решение формул с двумя неизвестными, что такое косинусы, синусы, как это связано с геометрией. И вот он говорит: надо же, я все эти цифры знаю. Ну отлично, ему говорят: давай интегралы. Он говорит: так я знаю цифры, что вы тут мне рассказываете? Это двойка, это тройка, это пятерка. Интегралы. Ты понимаешь, что такое интеграл? А интегралы я не понимаю. Почему? Что вы мне тут рассказываете? Что я не знаю, это 2, это 3, это 7, это 8, это какая-то фитюлька там. Что-нибудь придумай, что? Двойки не знаешь, что ли? Двоек не видел или не видел? И после этого я вижу таких людей, которые приезжают: я все знаю, много прошла, я ордена Ленина, Дружбы Красного Знамени, магиня первой степени, космоэнергетика, рейка и мумиё. То есть оно объединилось в такой скуби-ду проект, которым я называюсь. Понимаете? После этого сейчас как жахну и все. После этого нет, первая ступень, 1, 2, 3, этого недостаточно. Нужно... Человек говорит: так я хочу это почувствовать, я хочу это знать, я хочу это... Не получится не почувствовать, не знать, не видеть. Почему? Не получается. И мое сообщение не удаляйте. Прошу, удалил. Да не удаляйте сообщение. Да ладно, пусть. Что началось, да? Как только бизнесом не занялся и продам я квартиру. Нет, этого не будет. Здравствуйте, родилась племяшка, ему 2 дня, и у него желтушка. Можно ли ему эзотерически помочь, ученица школы Кайлас? Спасибо. Можно. Зажигайте свечку, греете так ручки и представляете, будто вы горячей энергией, которая ощущение в виде рук, гладите многократно этого ребенка со всех сторон. Делайте так. 3 минуты утром, 3 минуты в обед, 3 минуты вечером. Желтушность исчезнет. В нашей компании используются такие ритуальные предметы.
эти предметы, они называются у нас символистическими предметами. Я их разработал специально, я их сделал сам, без чьей-то помощи, нигде они не были сворованы. Их у нас на сегодняшний день около 100 штук всевозможных. Есть даже книга, вон, дай мне вот эту книжку, Алена. Первая, вот, вот ту, да. Да, эта книга, она называется «Символы Андрея Дуйко». Их очень много на все случаи жизни, а именно, сколько их здесь штук, по-моему, около 100. Вот ловушка денег, вы, наверное, знаете. Возрождение семей, дети становятся хорошими. Есть стать очень богатым, великим человеком. Улучшение там объема продаж. Победа над врагами, всегда везде успех. Быть победителем там. Вот такой вот есть символ, представляете? У меня есть враг, допустим, да, и вот здесь я пишу мелком его имя. После этого ему конец. Я каждый день ставлю перед вот таким символом палочку, и этот человек просто не сможет не существовать, не жить нормально. Почему? Никаких вариантов. То есть он будет упираться в 4 угла все время, и ничего не будет происходить. То есть будет вновь и вновь какие-то неприятности. Этих символов у нас очень много. Если вы хотите, вы можете красиво танцевать. Вот, даже такой символ кто-то просил, я его придумал. Все эти символы были придуманы, они имеют очень высокую эффективность, о всех я не буду говорить. Вы можете купить эти символы в виде вот такой книги, которая называется «Символы от школы Кайлас», либо же приобрести каждый из символов, которые есть у нас на нашем сайте kailas.market. Бизнес-пауза. Дальше. Андрей, интересно ваше мнение про приметы. Стоит ли ими верить и каким? Еще интересно про приметы при беременности. Их много всяких говорят, какие верны, а какие нет. При беременности одна примета, она существует, она звучит так. Беременная женщина, она становится как Бог. В случае, если вы беременная, то как можно больше мечтайте. Обещаю вам, на протяжении 9 лет все мечты, которые вынашивает, которые делает женщина во время вынашивания 9 месяцев ребенка, все исполнятся. Просто так мечтайте, чтобы это было одно и то же. Нельзя мечтать, что сегодня квартира, завтра яхта, послезавтра одна машина, послезавтра другая машина, послезавтра еще какая-то машина. Должна быть одна и та же. Шевролет. И старайтесь, чтобы эта мечта была. Вот люди просто не знают этого. Женщина беременная – это женщина-бог. Потому что она рождает и создает в ней венец творения, в ней, в ее животе создается энергия, это энергия божественного плана, она ткет, как вяжет, как из ниток, то, что называется ребенок, понимаете, и в дальнейшем это очень сложный процесс, за 9 месяцев ребенок появляется. То есть реально женщина в середине себя имеет руки Божьи, которые в этот момент делают все для того, чтобы эта женщина была как Бог. А что делают женщины в этот момент? У них токсикоз, плохое настроение. Чтоб ты там задолбал уже, когда это все закончится, сколько может, это говно у тебя не бизнес, что ты за человек такой и так далее. То есть появляются претензии, это же в дальнейшем все случится. Это знаете, Господи, почему вокруг меня одни уроды? С неба голос. Желание выполнено. Да, желание услышано, оно выполнено. Да. Или, Господи, почему же вокруг меня постоянно одни уроды? Желание выполнено. Теперь будут всегда одни уроды. Так вот, для беременной женщины это очень важный процесс. Очень важный. Только одно может сделать так, чтобы у беременной там ничего не получилось. Она является врагом Дуйко. Но такого не бывает. Потому что я ко всем отношусь хорошо. Мадлен Коста. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Во время практики нужно проводить запечатывание кокона перед и после прочтения каждой мантры. Существует ли правило запечатывания? Правило запечатывания выглядит следующим образом. Когда вы закончили читать мантры, нужно указательным пальцем с правой стороны от печени обвести себя один раз вот так по кругу и после этого запечатать со всех сторон рукой с произнесением слов «Ом Ахум Хахо Хрим». Таким образом вы себя запечатываете.
Это не крестом вы себя запечатываете, а скрещенным ваджром. Подключение к скрещенному ваджру происходит у вас на протяжении первой ступени, когда я вам это показываю. Если вы не являетесь учеником школы, то делать вам этого не нужно, потому что вы попадаетесь в сети. То есть здесь есть еще некий ритуал, который называется прямая передача линк или лунг. Можно посвящать первой ступень сегодня? Нет. Здравствуйте, во время практики нужно проводить запечатывание, ответил. А как защититься, если против меня выставляются вот такие символы, как вы показали? Смотрите, вот такие символы, это символы, которые выставляются против тех людей, которые предатели. И которые хотят вот предать человека, уничтожить, что-то забрать. Не нужно быть человеком-предателем, понимаете? Вот у меня был друг, знаете, этому человеку помогал, этому человеку там давал возможности, этот человек прошел там много ступеней бесплатно. Этот человек в свое время, когда спрашивал, я ему помогал, знаете, после этого хорошо к нему относился, а он потом пришел, у меня сайт забрал. Причем так. Почему это произошло, непонятно. Теперь всем представляется народным депутатом, я знаю, где этот человек находится, и я сделаю все для того, чтобы до конца жизни этот человек обязательно чувствовал себя нехорошо. И чувствовал, и без денег жил, и люди вокруг. Это не нужно переходить дорогу эзотерикам. Не нужно, это нехорошо. Понимаете, почему? Потому что эзотерика – это такая наука, когда эзотерик может написать грубо такую бумагу, я ее уже показывал, она называется клятва. То есть я забираю у него то-то, то-то, а взамен я буду, вместе с этим я забираю то-то, то-то, а взамен я отдаю что-то там, то-то, то-то. После этого это написано под диктовку тем человеком, кто пишет. Это начинается с того момента, когда я забрал. После этого в конце ставится определенная печать такая, которая называется эзотерическая печать Пентакль, которая вступает в силу тут же и которая постоянно все года существования этого даже не обета, а этого вот проклятия будет работать с этим человеком. Вот, а что там уже напишется, знаете, это уже будет навсегда просто на этом человеке. Потом, если отдастся, то тогда это разрушается. Не отдастся, а просто закрывается, всегда будет. У него, у детей, которые по крови, и это забирается моим родом, из его рода. Боже, это ужасно. Но вы знаете, это справедливо. Я такие методы не даю. Почему? Я считаю их не очень корректными, да, и люди могут совершить ошибки в своей жизни нехорошие. В этом случае нужно найти возможность доброты в середине себя, понимаете? Клятва крат. Клятва крат, что так получается. Клятва крат, да. Можно как угодно это называть. Я не дам этот метод, конечно, он вам не нужен. Как можно добраться к Арадак, Симферополя? Хочу купить билет, спасибо, когда будет посвящение? Как я могу знать? Понятно. Андрей Андреевич, делала практику с яблочком и гвоздикой. Сахар с яблоки выкидывать куда? Якщо залишається гвоздик, що з нею робити? Я не знаю, о чем вы даже говорите. В понедельник подышала коды для ясновидения. Не все, конечно, но много до сих пор ползаю. Очень уставшая, нет силы. Это нормально или другая причина? После любых кодов у человека поднимается давление, потому что код должен создать еще не только накопление энергии, а реализацию. Поэтому, если вы дышите кодом для ясновидения, вы должны начать просматривать что-то. То есть вы должны к кому-то приставать, после этого говорить, хочешь, я предскажу тебе хоть чуть-чуть твоего будущего, и после этого что-то говорить. В случае, если вы не реализуете, то кодом раскрывать ясновидение, открывать не нужно. Вы берете эту энергию, и она будет просто накапливаться в вашей голове и разрывать ваше сознание. Оно же вам не нужно. Это как, знаете, я не зарабатываю деньги и начинаю читать код для зарабатывания денег, но я не работаю. Что должно произойти? Меня должны на работу, тогда мне надо код для работы.
Ну правильно, да. Я не работаю, тогда мне надо для зарабатывания денег или для работы? Тогда мне нужно для работы. То есть мне, человеку неработающему, нужно сначала устроиться на работу. Или обрести работу, или начать работать. Тогда мне нужен код и заклинание для того, чтобы найти работу. Какой там Ом Дуалет Зунди Соха, допустим, с практикой Многорукого Манджушри. А в случае, если я нигде не работаю, сижу дома, и я начинаю читать для денег, то есть там деньги, то у меня поднимается давление. И денег нет, и давление поднимается. Почему? Реализация должна произойти, реализация. Я сегодня специально для вас подобрал информацию, что можно делать в интернете. Оказывается, это очень интересно. Я вам сегодня расскажу свой рейтинг. Итак, номер 1. Я сегодня посмотрел видео прямо в Ютубе. Это видео называется «Как сделать шапочку для ребенка своими руками за 2 минуты». Там женщина, она сделала вот такую деревяшечку, представляете, сюда повбивала гвоздики. И вот так между этими деревяшечками толстую ниточку взяла, такую зеленого цвета. И вот так вот эту ниточку начала пропускать. То есть у нее натянуты вот так были нитки. И здесь линейку она всунула. После этого она вот так протянула линейки, линейкой сбила. После этого снова протянула веревочку, линейкой сбила. И в другую сторону линейкой сбила. У нее получилось полотно такое. Потом она показала, как это полотно между собой соединить. Соединила вот так. После этого у нее получился там треугольник или такой четырехугольник. Она потом взяла красную нитку и внутри спицей между вот этими уголками как бы связала там на 4 узелочка. И у нее получилось за 2 минуты красивая, прям серьезно говорю, красивая шапочка, которую можно прямо сегодня продать. Вот если бы мне предложили, я бы тут же купил. Скажите, сильно сложно? Я могу сегодня дома взять такую же деревяшку, такие же нитки, это все сделать. Второе, человек вот так вот взял деревяшку, взял от вот этого ножа, которым гипсокартон режут, нож вот этот. Дальше просверлил 2 дырочки. В одну из этих дырочек вот так шурупчик всунул, сверху гаечку, вернее болтик, сверху винтик, да, в общем, понятно, у меня техобразования нет. Винтик, гаечку, и после этого вот это все затянул так, чтобы между ними появилась затянут этот нож. После этого поставил бутылку такую 5-литровую и начал тянуть, и за счет того, что вот этот нож имеет расстояние немножко приподнят на этой вот картоночке, начала отрезать от пластиковой бутылки, начала отрезать 2 или 3 миллиметра вот этой пластиковой стружки. И он несколько бутылок вот так сделал. И дальше там показано, что он делает из этих вот пластиковых ниток, которые получаются. И там капец вообще. И щетки, и какие-то висючки, и полотна, знаете, и ноги вытирать перед дверями, и там вокруг и забор, знаете, и там, боже, там столько всего оказывается. Там женщина одна рассказывает, как она делает, вот что делает. У меня дома была проблема, дети перестали играть в игрушки, то есть дети захотели играть какими-то игрушками. Я думаю, что же я могу им предложить? Хочется им какие-то игрушки дать, они маленькие, все откусывают, все кусают, обслюнявливают. Я взял кукурузный крахмал, добавил клей ПВА, смешал это между собой. После этого сделал из этого теста. Сделал вот таких человечков такие трехугольных, как пирамидки. Поставил, они в течение часа на окне высохли. Потом взял акриловую краску, акриловой краской там мордочки веселые, невеселые, ручки, палочки, бантики, юбочки и так далее. Положил это вот в такую банку. Дети играются, пришли знакомые, говорят, подарите нам, потому что наш ребенок не хочет отдавать, так нравится. Идея бизнеса. Берешь такую куколку, ложишь кулечек, запечатываешь, продаешь как конфетку. Готовый бизнес, все, конец. Скажите, сильно сложно? Изготовление холодного фарфора, изготовление цветов, изготовление холодного фарфора, который не нужно запекать. Из него делают тарелки, миски, цветы. Там вот так входите в YouTube и пишите, что можно изготовить своими руками дома, без умения. И там огромное количество всего, просто огромное количество. Мне кажется, каждый человек может уже что-то делать. Если у вас нет работы, вы не знаете, чем заняться, начните получать информацию. Как я говорил раньше, обучайтесь, друзья мои. Сколько ж можно? Ну,
Это ж настолько все просто. Ну, мне кажется, там женщина одна показала, как сделать тушенку, не подогревая даже курей. А просто из чайника, вы представляете, в чайнике и лавровый лист заваривается, и еще что-то. Просто очень-очень мелко надо настрогать это мясо. То есть она настрогала это мясо очень-очень мелко, какую-то там курочку или еще чего-то там прям очень мелко. Положила это в пол-литровую банку, и после этого прямо из чайника горячей водой это залила, и после этого бросила таблетку аспирина и закрыла крышкой. Через час показали, оно тут же... Ну, не через час, я так понял, через сутки. Оно не вздулось, там все с желатином, с листочком. Вот красивая тушенка. Уже рубленая, как ветчина. Скажите, это круто? Конечно, круто. Если бы она это отнесла на рынок, 100% бы нашелся, кто купил. Я в этом году отдыхал. В прошлом году мы отдыхали в Ровенской области, в лесу. И я поехал на рынок, иду по рынку, говорю, у вас тушенки нет. И мне тетенька одна поднимает банку, вот так вот ставит и говорит, у нас есть домашняя из утки и курицы. Помнишь, я покупал? Я говорю, почем тушенка? Она говорит, та, которая из курицы, стоит там $8, хотя в магазине стоила 2. И я у нее купил банку кроличьей тушенки, банку еще какой-то. И мы попробовали, всем очень понравилось. Почему? Супик сварить, там на улице что-то, какой-то рагу и так далее. И, естественно, я могу сказать, что разве это не бизнес? Надо документы. Скажите, вы, как потребители, часто документы спрашиваете у кого-то, когда покупаете? Я, когда тушенку покупала, спрашивал документы или нет? А тому, кто продавал мне эту тушенку, нужны были документы или нет? Какие документы? Геноцвали. А как эзотерически улучшить здоровье в день весеннего равнодействия, новолуния завтра, ваша ученица, 2-я ступень? А с чего вы решили, что Луна может помочь человеку быть здоровым? С чего вы решили? Вы слышите, вы знали хоть одного выздоровевшего сейчас за счет Луны? Я вообще вам могу сказать, не шутите с Луной, это плохая энергия. Не шутите с Луной, Луна – это продавец. Вы просто этого не знаете, а я хочу вам рассказать. Луна – это то, где можно купить. Глядя на Луну, можно купить себе суженого в обмен на жизнь. В курсе? Это обряды такие. Вы можете глотать Луну или представлять, будто она вам в живот падает. И после этого у вас, скорее всего, любимый мужчина появится. Вы с ним проживете 10 лет там, или 15 лет. Но когда вы будете с ним жить, вы что-то продадите. Почему? Луна покупает. У нее можно обменять, вы представляете? Она может забрать. Дело в том, что Луна – это та энергия, с которой нельзя вот так вот просто. Серьезно, это очень-очень опасно. Не знаете, как с этой Луной общаться, лучше вообще туда, на нее и не смотрите, и не лезьте лучше в эту сторону. Не пишите, оно вам не нужно. Вы такого наменяете, правда. И плохого она не заберет, потому что она забирает самое лучшее, что есть у человека. Даже смотреть долго на Луну – это плохо. Я когда-то вот близкие смотрели на Луну, загнал, говорю, нечего там делать. Почему? Луна – это энергия плохая для человека. Человек живет на Земле, когда солнце светит. Луна – это солнце ночи, а ночь – это время сна. Поэтому хотите проспать всю жизнь, смотрите на Луну. А там здоровье какое-то, конечно, вам здоровье дадут, если вы будете на Луну смотреть. А тогда что заберут? А вот что-то заберут точно. И поверьте, это будет равносильно. Это будет равносильно. Но ведь хочется, чтобы и здоровье было, и счастье. Знаете, можно быть здоровым, сидеть в каталажке по несчастному какому-нибудь объявлению и страдать всю жизнь. И к чему тогда такое здоровье? Тогда уже лучше умереть пораньше, знаете. Просто вот на это все смотришь и понимаешь, что те люди, которые прикасаются к этому, совершенно не понимают то, что они предлагают и то, что они делают. Вообще не лезьте к этой Луне, она ни в чем не виновата. Человек настолько не понимает, что это такое. Исключительно нехорошие обряды можно делать с Луной. Исключительно. Можно ли ее там как-то привлекать? Можно, но обязательно должны быть знания, как этим пользоваться. И поверьте мне, лучше этого не трогать. Если вы не ученик школы, у вас нет защиты школы, вы не закончили там 4-5 ступеней, ничего не вычитываете, не делаете ничего с Луной. А то так можете обжечься, всю жизнь будет тыкаться. Хотел спросить у вас о системе Манте-Каччиа. Как вы к ним относитесь, если подводные камни? Мне очень нравится система Манте-Каччиа Цин и Цзан.
Нравится мне система обдавливания организма, выпускания внутреннего жара, формирования котла Багуа в самом начале. Но могу сказать, что подводные камни имеются. Если в человеческом организме находится только один котел, который находится у него в животе, то это говорит о том, что вся энергия рано или поздно этим котлом начинает стягиваться. Когда забирается или делается этот котел, человек становится и бесчувственным, и не очень умным, и не очень здоровым. Почему? Особенность нашего организма заключается в том, что все энергии, они не накапливаются, а обмениваются. То есть постоянно происходит обмен, циркуляция. В Монтекче очень хорошо читать все до момента улыбки внутренней и до момента цинэйдзан, где выпускные каналы, впускные каналы там на кишечнике. Но это где-то переиначенная система муковисцерального массажа. Кто там придумал его? Муковисцерального массажа. Только она вот в китайском таком. Если уже хотите изучать, изучайте Линь Фао Линь Пэта. Вот это китайский такой цигунист, он очень интересный. Поверьте, его система очень сложна. Или почитайте переводчика Линь Фао Пэта, это Богачихина. Там тоже есть очень интересные идеи. А все, что там Монтекче, ну, я не очень считаю, что это связано как-то с вот принципиальным цигуном. Ну, это с цигуном даже чуть-чуть не связано. Андрей Андреевич, подскажите, если постоянный вид жижки, пустое повітря, если у человека постоянная отрыжка идет, это говорит о том, что у него панкреатит. Или закрыт желчный пузырь. Тогда необходимо этому человеку поесть просто свеклу. Если постоянные отрыжки, ешьте свеклу. Нет, сваренную. Свеклу можно с дыней даже. Не бойтесь, это первое время принесет не очень хорошее ощущение, ухудшит состояние, а вторым моментом почистит. Кстати, свекла и дыня – это лучшие средства, которыми можно почистить камни и вывести их из своего организма. То есть и камни в почках, и в камни из желчного пузыря. Можно совместно. Тыква нет. Скоро Новый год по солнечному календарю, то есть 21 марта, Навруз. Посоветуйте, пожалуйста, какой эзотерический ритуал можно провести для привлечения удачи, укрепления семьи. Самый лучший эзотерический ритуал нужно проводить ежедневно. Просыпаясь утром, старайтесь обнять всех людей, которые рядом с вами находятся. Самый лучший ритуал Навруз – это купить барашку, после этого сделать из нее шашлык и пригласить всех людей, которых вы считаете своими близкими родственниками. И когда они приедут, дать каждому по $100. Вот. И оплатить им дорогу. Скажите, хороший ритуал? Скажите, а он может хорошо подействовать на человека, который его проведет? Я вам обещаю, это самый лучший ритуал, который может быть. А маме и папе дайте по 200. Вот я понимаю, вот это ритуал, понимаете? А свекрухи 20. Это я шучу. Так. Ей тоже, она тоже мама и папа. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Правда ли, что у каждого человека есть высший дух? И что мы все воплощения какого-либо высшего духа? И только общаясь со своими духами, можно чего-либо добиться. Об этом говорит Николай Андреевич Сычев из Новосибирска, КФМ, организатор Института тонкого мира. Вы знаете, почему не Академия тонкого мира? Это вопрос. Организатор института, а не академии. А что сразу не академик? Был бы академик Сычев. Сделал свой академик Сычев. Это знаете, как у Ковалева. Академик Ковалев. Почему? Потому что у него это предприятие называется, общественная организация или предприятие называется там Академия инновационных технологий. А он кто тогда? Академик, а что? Конечно, мне тоже нужно назвать Академия там, эзотерических наук. А я кто? А что, академик тогда? А что? Что не быть академиком? Али что? Вот сейчас очень удобно. Сделал академик. Вообще я хочу, знаете, я хочу страна Дуйкония. А ты кто? Я президент Дуйконской страны. Все удобно. И ты кто? А ты кто такой? Я академик, а я президент страны. Да. Все, ты кто?
Понимаете? Все равно президент страны, это круто. Кто за то, чтобы стать частью страны Дуйконии? Поднимите руки. Вы не поднимайте, вы все куплены. Вот уже идет за, видите, есть люди, которые идут за. Поэтому кто-то хочет стать, все, объявляй себя президентом единогласно. Аж рука зачесалась. Конечно же, самолюбивый, самодур называется это, да. Тем не менее, могу сказать, что в этом разум какой-то есть. Если говорить о названиях, а кто запретил? Точно так же с Сычевым и этими академиями тонких. У каждого человека есть дух. Конечно, подышите, от одного такой дух с перегара с утра, что прям завернуться хочется, знаете. О внутреннем духе написано много, но не нужно говорить о том, что это дух внетелесный. Внутренний дух, его можно определить для себя таким образом. Ноги не ходят, тело не ходит, мозги работать не хотят, а внутренний дух есть такой, говоришь, хватит быть бабой, стань. Или я мужик, несмотря на то, что ты женщина. И говоришь, я мужик, встаешь, зубы сжимаешь и бежишь. Включаешь, как я говорил в первой ступени, 333-ю скорость. Это дух помогает, это огромное количество энергии. А всех остальных духов нет. И если вам кто-то навязывает, начни общаться с тем, кого нет, знайте, это шизофрения. Почему? Потому что расстройство личности есть такое, когда человек слышит чьи-то слова, видит то, чего не существует. Это без его ведома происходит, то есть он не может это контролировать. Это психическое расстройство. Тогда что нужно? Нужно циклодол. Это препарат применяется при расстройствах с галлюцинациями. Второй какой препарат? Ну, если нужно, я все дам. Я знаю все курсы лечения, какие хотите от синдромов. Там компульсивные синдромы, тревожные расстройства, маниакально-депрессивные психозы, биполярные состояния. Всего. Хотите, я вам дам препараты под запись, можете полечить. Вы видите? Молчите. Дело в том, что если вы видите, это не значит то, что это существует. Там духи, еще что-то. Ну и что от того, что вы это видите? Кому от этого плохо или хорошо? Вы знаете, хватает иногда то, что ты видишь глазами. Еще туда прибавить то, что ты видишь не глазами, и вообще можно свихнуться. Почему? Что от того, что видит кто-то что-то, если с этого вы денег заработать не можете? Что от того, что вы чувствуете что-то больше, чем остальные? Это же не приводит вас к тому, что вы в семье более счастливые люди. Я понимаю, начали просматривать курсы доллара, на них начали зарабатывать. Слушайте, вот это я понимаю видеть. Понимаете, или там увидели, что будет, там хлеб подорожает через 10 дней, и там станет вместо... Сколько, кстати, хлеб сейчас стоит? 10 гривен. Вместо 10 – 40. Сейчас купили там 2 вагона, через 10 дней продали. Вот это я понимаю. Ведь по идее, если человек что-то видит, и это правда, тогда почему он бедный? Посмотрите на меня, я что-то вижу. Я разве бедный? Сейчас похвастаюсь. Бриони. Скажите, дорого стоят эти костюмы Бриони? А что, не видно, что настоящий? Конечно же, если человек умеет видеть, то тогда он насмотрит себе, что ему нужно. Ой, как насмотрит, друзья мои, поверьте. Ой, как насмотрит. Почему насмотрит? Потому что такие люди обычно себе и смотрят. Почему? А кому же еще смотреть тогда? Тогда на себя, тогда себе и смотрим, понимаете? И такие люди, они очень проницательные. Я вам скажу так, не было еще ничего, чтобы я сделал без эзотерики. Я не выпустил ни одного предприятия, ни одной баночки не произвел, ни одного семинара не записал. Даже жену себе выбирал эзотерически, просматривал, с кем буду жить и так далее. Вот у Сони можем спросить. Софийка, Соня, Сонь, а ты мне скажи, иди сюда, я тебе покажу людям. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вот я сегодня с Соней, она в офисе. Что, босиком ходишь? А ну-ка, перед лицом товарищей скажи, а вот что я предсказал твоему брату, исполнилось это ли? Все исполнилось. Мы как-то даже улыбались, думали, да нет, ну нет. А таки да. О, то есть сказал, что женится на светловолосой. Длинной, красивой, да, сказал. Светловолосой, родит ему ребенка, видишь?
Да, даже имя сказал. То есть можно ли сказать, что человек умеет предсказывать там, судьбу другим людям? Друзья мои, нужно просто спросить у этих людей, зачем им кому-то предсказывать судьбу? Правильно, зачем? Вот я богатый человек достаточно успешный в моей жизни, все хорошо. Как я могу себя убедить убедить себя кому-либо помогать? Зачем? Деньги я умею зарабатывать. Там, я знаю, что мне нужно выехать из Украины там, в скором времени. Понимаете? Я понимаю, что мне делать и что будет с этой страной. Но зачем мне об этом объявлять и это говорить? Да, правильно ведь, да. То есть я понимаю, но я, конечно, несу ответственность за тех людей, которые находятся там, которые являются учениками. Конечно же, я все скажу, но скажу это так, мягко, завуалированной форме, чтобы не вызвать ни у кого ни истерики, ни критики, ничего остального. Понимаете? Хотя сейчас уже очень много всего видно. Луна растет за счет сексуальной энергии и умерших людей. Древние делали жертвоприношения Луне, чтобы племя жило благополучно. Есть художественный фильм, там этот обряд показывают. Я всегда говорю такие слова. Раз вы знаете, что есть обряды, вы знаете, как их показывают, тогда почему вы бедные? Если вы знаете, что куча обрядов, там эти вот всякие техники, практики, рейки, там, почему тогда такие бедные семьи, почему несчастные отношения, почему дети больные? Я не могу этого понять. Я вот недавно общался с женщиной, смотрю на дочку ее, дочка нервная, понимаете, у них бизнес не получается, магазин не торгует, но она закончила все, что только можно закончить. Такая популярная и актриса, и там все, что только можно. Тогда, раз ты так много всего знаешь, где оно, где, почему нельзя потрогать? Эзотерика правильная, это то, что можно трогать руками сегодня, сейчас, прям вот сейчас. Если ты это умеешь делать, и у тебя это получается, тогда почему это потрогать нельзя? Тогда все остальное это чепуха. Обряды, там, семей, роды и все остальное. Где эти роды крепчайшие? Я понимаю, вот кто-то умеет делать обряды, кто? Рокфеллеры. Они умеют делать обряды? Поверьте, умеют. Дальше... Они о них расскажут, с какой стати вдруг они расскажут, зачем, да? Или там, допустим, Хаят, семья Хаят. Они будут рассказывать, почему у них появились отели такие 100-этажные по всему миру? Не будут, наверное. А Хилтоны, они откуда взялись, понимаете? Кто эти люди, которые управляют этими людьми, знаете? Понимаете? А люди говорят, нет, эзотерика не управляет. Тогда почему такие люди, как Бен Лазар, одни из самых богатых людей на территории России? Понимаете, да, тоже непонятно так получается. Почему люди, которые достигают или становятся очень богатыми людьми, обязательно каким-то образом связаны с эзотерическими науками, с церковью, с какими-то тайными обществами и так далее? Почему вдруг? Почему? Вот вопросов найти нельзя. А там кино сняли, всем показали. Зачем? Зачем? Кто снял кино? Кто вложил деньги? Зачем показали? Чтобы что? Люди это делали? Зачем это нужно кого-то обучать и это делать? Объясните. Чтобы все вдруг стали счастливыми и богатыми? А может наоборот? Может наоборот загнать еще больше куда-то там? Вы знаете, все в тоску и ужас, знаете, в тоску, печаль и ужас. Я вообще вам могу сказать, что самое лучшее на сегодняшний день – это лекарство от всех болезней. Самое лучшее лекарство от всех болезней – это стакан водки утром, в обед и вечером. Выпиваете утром, в обед и вечером и ничем не болеете. Ничем. Главное утром начать с этого. Если не хватает, то больше можно выпивать, понимаете? После этого ни проблем, ни болезней, ничего. Только один минус – короче жизнь. Все остальное только в плюс. Понимаете? Ничего не хочется, ничего не нужно. Все, постоянно в состоянии в коматозе, понимаете? Все. Это, видите, можно ли сказать, что это жизнь счастливого человека? Наверное, не очень. Андрей Андреевич, расскажите о пурбе, мы очень внимательно слушаем. Точно, сказал же о пурбе. Итак, пурба – это специальный нож, где есть голова, ваджр и ножик внизу. Вот смотрите, как я работаю с пурбой. Допустим, я говорю людям, пусть те люди, которые сегодня находятся у меня во время этого семинара, обвожу вас пальчиком. И говорю, пусть все люди, которые находятся во время этого сегодняшнего семинара, глядя на меня, и которые будут в дальнейшем видеть этот видеосеминар,
Пусть они объединятся в один священный магический круг. Омахум хахухри, омахум хахухри, омахум хахухри, омахум хахухри, омахум хахухри, омахум хахухри. Пусть эти люди станут одной объединенной энергией. И эта энергия позовет сейчас все виды несчастий, которые есть у человека, который объединен, у людей, которые объединены в круг. И вот я вижу, как к кругу этому подходят все виды страшных существ, которые хотят разрушить тех людей, которые есть в круге. И я представляю, будто все, кто в кругу находится, это люди с лицом, которые изображены на этой пурбе. Это лицо Ямараци. И произношу мантру. Ямараци садомея мидуру не адая, даю не райкерайца, не рамая, хум-хум-хум, под соха. И представляю, как вот это существо поднимает вверх вот такой вот меч и делает так. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И отгоняет. Теперь мне надо позвонить в колокольчик и хлопнуть в ладоши. Пэт. И таким образом я отогнал у вас то зло, которое могло бы в вашей жизни происходить. Таким образом произошло это за счет мной и моей работы с вот тем, что называется пурба. То есть я представил, будто Ямараци подняла вверх вот такой меч и отогнала существ, и они как волки в темноту убежали. После этого запечатывания нужно произвести омахум хахохри, омахум хахохри, омахум хахри, омахум хахри, омахум хахри, омахум хахри, и произнести несколько раз слоган нак, 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 нак. И на этом все закончено. Вот я вам объяснил, как работать с данной пурбой. Я по-честному все сделал. Все. А как вам с ней работать? Я же не сказал, как вам с ней работать. Существует ли пурбы? Я сказал, что я объясню, как работать. Какие они еще бывают? Ужас вообще. Видите, какие бывают. Четкие из куша. Вот они, четкие из куша. Это настоящий куш, о котором я рассказывал когда-то. Настоящие четкие из куша. Что такое куш? Куш – это конопляное дерево. Конопляное дерево произрастает только в Индии. Это конопля, которая настолько долго росла, 100 лет, что у нее корни стали как у дерева. Дерево это пускает вот такую, один раз в год дерево это пускает вот такую шишечку не на дереве, а на корне. Раскапывают корень и откручивают эту шишку, сверлят в ней отверстия, и вот это дерево, или вот эти бусики, они называются шишечки куша. А само растение называется или четки из куша. Где их нужно держать и где они могут находиться? Их нужно держать, они должны находиться рядом с тем местом, где вы ведете бизнес. Получается, если у вас есть вот это, где ваш бизнес вам будет всегда вести, нужно ли на них читать какие-либо заклинания или мантры? Нет, они исключительно для везения человека. Их либо на себе носят, либо кладут там, где вы занимаетесь бизнесом, это четкие, приносящие человеку фортуну. Или куш. Не зря говорят «выиграть куш». Правильно? Не зря говорят «вот куш, вот он». Но у нас такое растение не произрастает на территории Украины. Можно купить на нашем сайте, наверное, можно купить это Кайлас Маркет. Скорее всего, есть. Они не дешевые, потому что растение на сегодняшний день уже не продается. В Индии уже запрещено разрывать эти все куши. И в свое время с такой же речью выступил какой-то индийский священнослужитель, какой-то очень знаменитый, не Сайбаба, какой-то из вновь там практикующих. И очень-очень это стало популярным, и начали эти растения убивать. А дело в том, что они редкие, и если вырывать и отламывать корневую систему, они засыхают. Они произрастают только, насколько я помню, в Раджастане где-то. И получается, из-за этого сейчас полиция гоняет тех людей, кто продает, и практически на улице уже вот в таких районах, как Дели, практически нельзя купить. Еще можно где-нибудь там в Тирупати, там где-нибудь. Когда вы планируете провести семинар, посвященный лечению зрения, я его планирую провести через 1 неделю, может быть, даже на следующую пятницу. Как понимать, что то, что видишь, не выдумки твоего разума?
это всегда выдумки вашего разума. Всегда. То, что вы хотите, чтобы вам показали и покажут, это не выдумки. Если есть принципиальное ожидание. Все, что вы представляете и это вам показывают, это все ложь. И по-другому галлюцинация. Человек не должен ничего видеть, а когда он хочет, он может научиться просматривать то, что ему нужно. А просматривать нужно определенным образом, как? Первая ступень. После этого нужно пройти ясновидение, первая, вторая и третья часть, и потом научиться просматривать. Просмотреть или прогаллюционировать, знаете, много ума не нужно. А вот просмотреть правильную информацию, снять, для этого нужно знание. Каким образом это делать? А там видеть самолетиков или космонавтов, знаете, так а зачем? Это же должно, получается, многие люди развивают, чтобы что-то видеть. Зачем видеть то, что не видит никто? Если можно видеть то, что может принести себе пользу. Оно же должно все для чего-то быть. Согласитесь, все должно быть для чего-то. Если это мешает, если это бессмысленно, то зачем это человеку необходимо? Это же разумно получается. Получается, я полжизни развиваю у себя там подсознание, я полжизни развиваю у себя какие-то таланты, дары и все остальное. Для того, чтобы это у меня появилось, а когда появится, я не могу это использовать в каких-то своих корыстных целях. Зачем нужно было столько времени тратить? Правильно? Все равно человек так устроен, он должен любую эзотерику использовать исключительно в корыстных целях. Она для этого и существует. Знание работы энергии, знание работы денег, она дает человеку возможности в тот момент, когда у остальных этих возможностей нет. Вот для чего вообще создавалась эзотерическая наука. Понимаете? А в нашей школе есть какой-нибудь единый путеводитель для начинающих эзотериков? Конечно, этот единый путеводитель звучит так. Это первая ступень, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая, заключительная ступень нашей школы. Это и есть ваш эзотерический путеводитель. Не отклоняйтесь от него. Скоро начнет проходить первая ступень школы Кайлас. Я могу сказать вам, что первая ступень школы Кайлас будет видоизменена. Как и вся принципиальная школа, совершенно. То есть то, что вы получали раньше от первой до седьмой ступени, будет принципиально изменено на 100%. Будут ли повторения? Практически, может быть, 10% повторения. Все остальное будет абсолютно совершенно иная, новая информация. Вообще. То есть я тоже вырос. Будет ли через 5-6 лет у нас другая первая ступень? Конечно. Конечно, эзотерика растет. Раньше мантру нужно было читать, чтобы деньги были годами. Сейчас можно почитать заклинания первого уровня, и это может произойти за неделю. Можно подышать кодами и поставить эти коды там, где нужно. Может произойти это за час. Есть сейчас коды второго уровня вместе с символами второго уровня. Сейчас читаешь, и сейчас деньги приходят. Вот мгновенно. Вот сейчас засекаешь 8:20, начинаешь читать, начинаешь это практиковать, 8:00 или 9:00 уже есть у тебя деньги. То есть не надо ждать. Сейчас эзотерика стала еще более магичной. Приятно, да? Я эзотерикой заинтересовалась ради того, чтобы акциями торговать. Значит, так можно, а вы не занимаетесь эзотерикой. Просто торгуйте акциями и все. А потом, когда поторгуете, приходите заниматься эзотерикой. Для какой цели мантра Ом Рам Рамая Сваха? Рамая Сваха. Для чего, не знаю, но мне она нравится. Ом Рам Рамая Сваха – это мантра, которая восстанавливает тело Земли. То есть она делает человека земляным, и делает все для того, чтобы органы внутренние и внешний мир был связан с землей. Человек состоит из земли. Все, что у нас находится, это все земляное. В середине энергетически находятся 2 цилиндра, они наполнены водой. Они идут вдоль почек. И в центре этого всего Солнце, которое называется наше сердечное или чувственное. Над Солнцем находится холодное небо из льда. Это грубо на энергетическом плане, так человек устроен. Все это находится в чехле Земли. Когда у вас начинаются сильные чувства, то тогда эти чувства начинают Землю растрескивать.
А также вода, которая посвящено ваше время жизни, она начинает испепеляться. Также лед вашего сознания начинает таять. Таким образом, человек стареет и умирает. Это алхимический тайный свод, который человеку объясняет, что происходит с человеком. Понятно? Много чувств у вас, значит, быстро постареете. Кто должен контролировать чувства? Чувства невозможно контролировать, потому что ветер сознания не может контролировать огонь чувств. Как бы вы ни дули, все равно в чувства, они все равно будут разгораться. Поэтому здесь не обращение внимания – это единственный способ жить как можно больше или дольше абсолютно здоровым и молодым человеком. Вы представляете? Не обращение внимания. Это то, что я пытаюсь постоянно говорить. Это состояние вот такой адвайты. Скажите, пожалуйста, о картах, как ими предсказывать работать? Когда будут, тогда буду рассказывать. Скажите, пожалуйста, для похудения на животе нужно рисовать английскую? Нет, русскую, букву «Н». Помните, я показывал? Если так рисовать букву «Н», худеешь. Если так, наоборот, поправляешься. Ваша лекция много званых, но мало избранных. С уважением. Было такое. Вы слышали о программе «Творители»? Где вы находитесь? Пока не слышал, но сейчас я скажу. Программа «Творители». Творители. Так, почитаем сейчас программу «Творители». Итак, программа «Творители» для тех, кто настроен сделать свою жизнь лучше. Так, посмотрите правде в глаза, ответьте себе честно. Вы довольны тем, как живете сегодня? Вы верите в свою мечту или она уже отказалась от нее? Вы четко видите свое будущее, к которому идете? Мешают ли вам жить сегодня события из прошлого? Вы воспринимаете? Ну, хорошо, все, я это все понял. Именно этого значения слова «подальше от моего народа». Хотела бы так, как начинается слова, мне не хотела бы озвучить. Ой, Боже, какие умные люди пишут здесь. Творители, освобождаем от стереотипов и подходе к решению жизненно важных задач. Как творители помогают достижению целей. В чем концепция? Вот почему нет концепции? Ага. Программа «Творители» создает для своего пространства внутреннее смысловое пространство. Ментальное, значит, поле. Это пространство отображает образы явлений внешнего мира и использует их в построении человеком той модели реальности, которая соответствует его истинным целям и потребностям. Кто знает свою истинную цель? Скажите. Кто знает свою истинную цель? Хотите, я скажу, что я знаю истинную цель каждого из нас? Отлично. Итак, вот можно ли сказать, что Бог сотворил меня, будучи мне отцом? Можно так сказать? Да. А вот смотрите, я же отец для своего ребенка, можно так сказать? Да. А когда моя жена вынашивает ребенка, я ставлю ему задачу или нет? Не ставлю я ему никакую задачу. Даже когда он родился, я не ставлю ему задачу. И даже когда он живет, я не хочу ему ставить задачи. Почему? Пусть себе живет, я ему жизнь дал. И какую я ставлю задачу вообще для этого ребенка? Пусть он проживет до самого конца. Да, до самого конца. Хорошо проживет, правильно. Пусть он улыбается. Я переживаю за него как отец. Переживаю. И что я могу ему сказать? По телефону ему сказать: ну ладно, успокойся, все нормально, все будет. Позвонить кому-нибудь могу еще, знаете. Если он приедет, погладить его, наверное, могу, знаете, чтобы он там не расстраивался особо сильно. А скажите, я как отец могу ему вот таким образом помогать или там? Могу, да? А скажите, какую же глобальную задачу? В чем смысл жизни человека? В чем смысл жизни моего ребенка, которого я родил? Ни в чем. Смысл жизни и задача каждого человека просто заключается в том, чтобы прожить ее от начала и до конца. Вот эту самую жизнь. Все. Это единственная задача, единственная цель. Живите ее. Это как у моего сына. Я его создал не чтобы он был там пиратом Карибского моря или там человек, который там нанесет вендетту и отомстит моим родственникам. Я же не делал. Бог что? Он прямо такой мстительный, и он рождает одних людей, чтобы они были мечом, а других оралом или как? Такого не бывает. Нету ни у кого задачи никакой. Ни у кого. Все равны. Всех создал по образу и подобию своему. Вот я создал своего сына по образу и подобию своему. Создал, но он же не похож на меня. А детей, они же тоже не похожи на меня. Почему? А тогда какой Бог?
И мы похожи на Бога, раз мы от Него созданы. Ну а что же мы можем быть похожими, если даже дети наши не похожи на нас? Особенность такая, вы представляете? Поэтому вот в этой особенности, какую задачу я ставлю для сына, который от меня родился? Никакую не ставлю. Пусть живет и будет счастлив, и здоров будет, пусть женится, пусть у него хорошая семья будет, пусть сможет зарабатывать, пусть умненьким будет, пусть его девки не гоняют там везде, знаете, чтобы мозги там, чтобы вместо мозгов там пипетка не работала, знаете. Потому что иногда пипетка работает, а мозги нет. Так вот, пусть лучше наоборот, знаете. А что? Это принципиальная жизнь многих мужчин. Вы не знали этого? Я вам, наверное, открою тайну на это. Пусть вместо мозгов, пусть мозги работают с пипеткой совместно, знаете, а не отдельно. И иногда, знаете, так бывает, что пипетка больше работает, чем мозги, а это очень плохо. Так вот, очень хочется, чтобы верхнее полушарие работало у каждого мужчины, а уж тем более у моих детей. Пусть это все-таки будет. А то они ничего не хотят, знаете, они не хотят, ну, у моего как раз все в порядке. А так вообще не хотят ни жениться, ни семьи делать, ни зарабатывать деньги, ни к чему-то стремиться. Хотят вот только, чтобы я сексуальный, и все, больше ничего не нужно. Ну и что ж ты сексуальный? Ну что, сколько это может продолжаться? В 60 лет не будешь, сгорбишься и будешь не сексуальным. Тогда ради чего жизнь? Чтобы всем показать, какой ты сексуальный. Кому же ты показал? Той сотни человек, которые смогли создать семью, а ты не смогла или не смог. Ну и ради чего это было? Тогда кто будет помогать? Где вот эти чувства, которые могут возникнуть, когда ребенок будет расти, делать первые шаги там, и так далее? Зачем все это было? Ради чего? Получается, люди в поиске каких-то ежесекундных благ, каких-то минимальных благ теряют вот то, что может быть значимым, да, и может вставлять всю их сознательную жизнь. Знаете, не видя крупного, люди бегают за мелким. Но это не обвинение, это вывод эзотерика. Вы даете аят от бедности, обряд связан с Луной, уточните, как правильно его читать. Вот как я там сказал, так читайте, ничего не придумайте. В программе творителей это сигналы сознания, и операторы трансляции называются, как и сама программа, творители. Творители несут энергию вашей мысли и желания, не передают эту энергию, являясь сообщением внешнего мира, необходимого воплощения вашей идеи. Фактически творители отображают ваши идеи в модель будущей реальности и команду, запускающую перенос во внешний мир на материальную основу, ее воплощения или в наш организм. А я не могу понять, что же они натворили уже, и что они уже затворили, эти творители, знаете, почему нет там людей, которые сказали, я обрел квартиру благодаря творителям. А давайте сегодня, ученики школы Кайлас, давайте мне напишем, вот у вас же есть что-то, что у вас произошло в тот момент, когда вы начали ходить в школу. Давайте напишем, вот если у вас во время того, когда вы пришли в школу Кайлас, не было имущества и появилось после того, напишите. Если у вас не было любви, и вы сейчас женились или замуж вышли, напишите. Была болезнь там, а сейчас исчезла, напишите. Пусть увидят, вот, как это все работает. Серьезно, вот они творители, вот они, это вы. Вот вы настоящий творитель. Получается, здесь почему не нравится программа творителей? Она мне не нравится, потому что кто-то берет на себя ответственность за то, что он будет делать что-то для кого-то. Снова, знаете, я буду создавать для вас, я буду творителем, я буду вашим оператором, а вы будете потом носителем, знаете, что-то не очень приятно. Елена, я продала дом. Продам дом. Ну, продадите, конечно. В вебинаре в нумерологии нет мантры девятки, а я девятка. Покупайте полную версию первой ступени. Можно ли настаивать воду на шунгите? Можно, но вредно. Почему? Дело в том, что шунгит тоже фильтруется почками, его микрочастицы могут накапливаться в почках и в дальнейшем быть тоже для вас проблемой в виде почечных новообразований, кальциевой формы и так далее. Как может получаться, что одни нормальные деньги зарабатывают, а тут, ага, это у нас спам. Как сохранить семью? Благодарю. Поддерживайте друг друга. Поддерживайте. Это сохраняет семьи, как вот ничто другое. Поддерживать — это значит быть добрым к человеку, который рядом с тобой живет. Смотрите на человека, а еще не раздражаться, не подкалывать, не хитрить рядом с этим человеком, а также посылать то чувство,
которое у вас возникает в тот момент, когда вы хотите кого-то послать. Я хочу сейчас накричать на нее. Где это чувство во мне? Вот оно. Пошло-то это чувство в баню. Понятно у вас, как это устроено? А скажите, вот то, что я вчера дал в виде вот такого метода, оно уже начало функционировать? Приятно все-таки с этим жить? Скажите, пожалуйста, как влияют нули в дате рождения? Я считаю, что нули обнуляют возможности. Я считаю, что нули обнуляют возможности. Влияют ли они? Да. Они влияют нехорошо. Поэтому чем больше нолей, тем тяжелее человеку живется. 0 – это значит шаг вперед и шаг назад одновременно. Получается, человек с 4 нолями – это значит человек, который… А у одного человека нужно будет сделать шаг, потом следующий шаг. У этого человека будет 4 ноля. 4 шага вперед, 4 шага назад. И потом снова 4 шага вперед. То есть вот оно как возвращение к одному и тому же быть. То есть мне для того, чтобы сделать бизнес, нужно было предпринять, прочитать, предпринять и сделать. А у этого человека будет так. Он прочитает и начнет предпринимать, не получилось. Снова прочитает, начнет предпринимать, не получилось. Так 4 раза. Потом получится, но разрушится. Снова получится, разрушится, получится, разрушится, получится. И потом получится полностью. То есть этому человеку будет сложнее. Он будет делать 4 шага вперед, 4 назад и так многократно. Нужно пройти 3-ю ступень, построить себе правильный пентакль без нолей. Много всего и ниточка зеленая, и каждый день новые знания. У меня с женой был тупик и непонимание. Дело дошло до развода. Сейчас хорошо, а также ребенок стал меньше болеть. Появились новые увлечения, знания. Спасибо. Разве это не достижение? Подскажите то, чего очень часто возникает чувство дежавю, как это уже было. Говорю об этом на 2-й ступени. Ушло раздражение, рассталась с мужчиной, который меня не любил. Живу самостоятельно, доход повысился в 10 раз. Скоро появится любимый. Конечно, даже не сомневаюсь. После прихода в школу, преодоления некоторых определенных ритуалов познакомилась с мужчиной. Встречаемся, замуж предлагает. Хотя по всем астрологическим прогнозам мужчина по судьбе мне не был бы написан. Эти ваши астрологические прогнозы, что там еще, да. Меня жена ругала вечером недавно, почему-то захотелось себя представить ледяным. Слушал ее и был в этот раз спокоен. Скажите, Андрей Андреевич, правильно ли так делать? Неправильно. Дело в том, что если вы будете представлять себя ледяным, то в дальнейшем вас жена бросит, потому что она потеряет к вам интерес. Если представлять себя ледяным, то в дальнейшем, скорее всего, объявится или появится импотенция. Также, если женщина представляет себя ледяной, будет фригидной. То есть потеряется вообще интерес к жизни. Нельзя, это плохой метод, очень плохой. Она не зря вас ругала. А что вы сидели за компьютером? Нужно было с женой. Женщина ругает, хочет к себе хорошего отношения. То есть она хочет, чтобы вы встали, ее обняли, после этого посадили рядом с собой и долго гладили. Вообще, если женщина ругает, молчите. Потом, если она проругалась, подсядьте. После этого, чтобы, или как бы вам не было обидно, начинайте ее гладить, 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 гладить. После этого она вам этого не скажет, но я вам обещаю, она заберет свои слова обратно. Почему? Да это вообще не важно, она через час уже помнить не будет. Мужчины могут помнить годами, женщины нет. Если у женщины через час спросить, что ты ругалась, она скажет, что я не могла поругаться, что ли, или что? Если у мужчины спустя 10 лет спросить, что ты ругался, он вам передаст все слово в слово. Не злопамятные, а вспоминающие, знаете. То есть будет все помнить, да. Поэтому для женщины поругаться в этом ничего страшного нет. Гормоны. У мужчин, знаете, у мужчин это складывается потом в виде какой-то клейма, они потом начинают клеймить, думать об этом. Мужу привязали зеленую ниточку, спина не беспокоит. Супер. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, ответил. Ой, тут так много всего. Здоровье улучшилось, спасибо, стало, и верю, все наладится. Хочу обратиться с просьбой, можно ли вылечить у 5-летнего ребенка халязию? Уже месяц лечу, массе каплями не помогает. Нужно взять... Напишите мне письмо, я вам отвечу. Можно ли воду настаивать на кремнии? Можно. Скажите, пожалуйста, какой обряд может сделать мама дочери в день свадьбы, чтобы семейная жизнь сложилась, ученица школы? Нужно взять много-много по 10 рублей, и когда перед тем, как они выйдут из дома, и
куда-нибудь будут ехать, там, перед ними нужно рассыпать как можно больше 10-рублевых монеток. Их попросите, чтобы никто из ваших знакомых и родственников не поднимал. Понятно? Помните, да, копеечки разбрасывали? Только по 10 рублей или по 10 копеек. Улучшилось отношение в семье с родственниками. И будет очень счастливая семья, и всегда будут очень богатыми и счастливыми. Только не дай Бог, кто-то из людей, связанных по крови, поднимет хоть одну эту монетку. Будут очень сильные неприятности в течение года. Вот уже год пытаюсь продать свой готовый онлайн-бизнес по похудению. Это лендинг. Ой, какой сложный бизнес, боже мой, лендинг, обалдеть. Подскажите, смогу ли его продать в ближайшее время и вообще получится ли продать? Разве это бизнес-лендинг? Женя, сколько мы лендингов делаем вообще? В неделю мы делаем их там 6 штук, 8 штук всевозможных лендингов. А это бизнесом не является. И лендинг это не бизнес. Продайте мне, напишите сумму. Если мне будет интересно и ваш лендинг, он будет раскрученным, то, скорее всего, я куплю. С удовольствием это сделаю. Деньги должны зарабатываться. Это основное слово. Зарабатываться. Успешный бизнес не продают. Да, успешный бизнес не продают, хорошие слова. Но дело в том, что неуспешным бизнес становится в тот момент, когда человеку не хватает знаний. То есть человек говорит, я хочу. Я давал вчера очень хорошие слова. Помните, я говорил о том, что вся жизнь, она устроена по принципу четверки. То есть это связано с тем, помните, да, мои слова? Я говорил, что нужно обучаться, после этого предпринимать, после этого или действовать, после этого любить и после этого наслаждаться. То есть вот эти 4 единицы, они между собой связаны это доброта. В случае, если соответствовать этому элементу и рассматривать каждый, то все элементы эти решаются и объясняют любые типы нашей жизни. Смотрите, обучаешься и после этого предпринимаешь. Если ты предпринимаешь и не обучаешься, то предпринимательство не получится. Если ты предпринимаешь и у тебя нет любви, то тогда предпринимательство будет получаться плохо. Если ты любишь и не предпринимаешь ничего по отношению к любви, любви не будет. Если ты любишь и не наслаждаешься, не будет тогда любви. Если ты наслаждаешься и не обучаешься, то тогда у тебя не будет наслаждения. Если наслаждаешься и не любишь, то тогда наслаждения тоже не будет. И там вот так это все рассматривается по принципу вот такой 4-единой системы. И о ней буду рассказывать на первой ступени. Сообщения не по теме, а теме сегодняшнего вебинара эзотерика, а также те, которые касаются непосредственно лично вас, будут удаляться. Задавайте общие вопросы. Саша, это я тебя прочитал. Сколько нужно делать практику развязывания узлов и прокачку? Изучаю первую ступень, 2-й год, спасибо. Внутреннее состояние заметно улучшилось, уходят страхи. А физическое тело пока болеет. Узлы развязывать можно где-то 6 месяцев. После этого делать этого не нужно. Когда узлы развяжутся, жизнь наладится. Так, у нас уже 8 часов, я буду заканчивать. Час проведу вам обряд, чтобы завтра один день везло. Да? Начала проходить первую ступень, практиковала понемногу, слушала шум, в том числе на привлечение психической силы. И понеслось. Техника выходит из строя. Активировались люди-вампиры. Что нарабатываю, растрачивается в течение дня ни на что. От чего такое может быть? Из-за злости. Это из-за злости. Что такое психическая энергия? Это энергия, которая, появляясь у человека, делает его исключительно добрым. Если вы читаете или слушаете психическую энергию, то тогда вы становитесь автоматически добрым человеком. Что такое быть добрым? Вот смотрите, если взять, допустим, 7 заповедей Иисуса Христа, где Он сказал не убить кого-то. Представляете, убить может только злой человек, добрый убивать не станет. Вы согласны или нет? Смотрите, не укради. Смотрите, украсть это значит забрать чье-то имущество. Добрый человек воровать не станет. Правильно, да? Не прелюбодействуй. В случае, если у мужчины, допустим, или у женщины есть любимая семья, и они добрые по отношению к ним, разве у них может возникнуть желание с кем-то гулять еще? Нет? Тогда что? Ему нужно было 7 заповедей или одно слово сказать? Какое должно было быть слово? То, которое до него сказал Будда Гаутама. А он что сказал? А он сказал: обретайте и развивайте в себе состояние. И он сказал, сейчас все перевели как добродетели, а на самом деле он сказал: обретайте в себе состояние быть добрым. Потому что все остальное это
выходит из этого. То есть злой человек – это тот, кто не соблюдает 7 заповедей. Злой человек – это тот, кто кидается, тот, кто хамит, критикует. А что такое психическая энергия? Психическая энергия – это энергия, которая делает человека невероятно добрым человеком. Вот вам и конец. Поэтому нужно, увеличивая психическую энергию, обретать состояние доброты. Тогда, если человек злой, то тогда ему психическую энергию нужно нарабатывать. И тогда будут все люди к нему. На меня никто не нападает. У меня нет никаких вампиров, я ни на кого не раздражаюсь. Почему? Я добрый человек. Нету таких людей, вот там близкие меня не раздражают, в семье. Бываю ли я угрюмым? Я бываю угрюмым, потому что я думаю о чем-то. Понимаете, а когда человек думает, я уже рассказывал эту историю, я когда-то работал в министерстве, на первом этаже сидела женщина. Я к ней заходил постоянно, она была угрюмая, с ней здоровался, она все время молчала. А потом я с министром в ресторане кушал, и он говорит, у нас все в министерстве хорошие. Я говорю, как же хорошие, если на первом этаже там паспорт берет тетенька, она никогда не здоровается и никогда ни одного слова не сказала. Он так повернулся ко мне, говорит, послушай, да она глухонемая, она просто не умеет ни разговаривать, ни общаться, ничего. А я говорю, а я думал, она злой человек просто, а она глухонемая. То есть я неправильно понял. Моим близким я сказал, что когда я о чем-то думаю, очень погружен, то я могу казаться угрюмым. Миритесь с этим. Поэтому предупрежден, то есть в этот момент я глухонемой. То есть в этот момент уже бесполезно здороваться, махать и так далее. Но у каждого же бывают свои какие-то трудности. Конечно же, когда вы начинаете жить совместной жизнью, то одна из основ – это все-таки поддержать близкого человека. Почему? Пусть у него появится, а не воспитать. Поддержать гораздо важнее, чем воспитать. Помните, я уже это говорил, гораздо важнее заменить желание воспитать на желание поддержать. Вот если поддерживать, а не воспитывать, тогда будет лучше. Почему? Воспитать – это значит раскритиковать. Раскритиковать – это значит быть судьей. Быть судьей – это значит быть судьей, а он будет подсудимым. Если ты судья, он подсудимый, то рано или поздно подсудимый захочет убежать от судьи. Правильно? Тогда это очень разумно. Тогда это выводит как бы новую вот такую идею, которая звучит так. А если поддержать? А если поддержать, то когда человека поддерживаешь, то появляется доверие. Поэтому если ты поддерживаешь человека, он тебе доверяет. Где есть доверие, там есть семья. Доверие семью объединяет. Ну вот вам простые эзотерические формулы. Вот вам настоящая эзотерика с настоящими эзотерическими формулами. Жизнь повернулась на 180. Продала дом, который тяготил, купила квартиру, нашлась работа. В отношениях все поменялось. Андрей Андреевич, благодарна и рада. Всех благ вам и вашей семье. У меня было такое письмо, одна женщина написала: Андрей Андреевич, все, что вы говорите, это все с натяжкой выглядит, потому что то, что у людей это произошло, у них и так бы в жизни произошло. То, что у них там появилось что-то, у них бы и так это в жизни появилось. В этом случае я обычно говорю, а ведь до этого у них в течение 3 лет все шло под откос, а после того, когда они вошли в эту систему, у них пошло вверх, тогда вопрос, почему же у них не шло это сразу вверх? А наступило это именно тогда, когда они пришли в школу. Вы представляете? 20 лет одинокими, потом замуж выходят, понимаете? Там бизнеса не имеют никакого, потом вдруг такой бизнес появляется, за поруч не держат, да, взлеты такие. У нас были люди, которые так зарабатывали, просто кратковременно, там 2-3 года, такой фарт, и просто некуда было их тратить, понимаете? Вот такое было, и такое тоже было. Знаете, у кого как прорвало. Особенность такая, наша школа, она удивительная тем, что наша школа дает... невероятное движение вперед, невероятное. Просто пристегиваешь ремни. Но самое для нас непонятное, это когда мы начинаем заниматься, вот что-то там происходит, то ничего не происходит.
оно ничего не происходит, мы ни на что не... А потом проходит 3-4 года, мы вдруг так раз и говорим, ну надо же, если назад повернуть и посмотреть на достижения, которые были, то их так много, это и это, и это, и это получилось. И здесь и дети, и родители, отношения, и близкие, и здоровье, и качество жизни и так далее. И после этого люди мне сами пишут, потом и говорят, ну надо же, Андрей Андреевич, а ведь если посмотреть, то жизнь просто разделилась до школы и после школы, до школы и после, до школы и после школы. Та-та-ра-та-та-та. А 7- и 6-конечную звезду обязательно представлять в центре груди? А я не говорил 7-конечную звезду в центре груди представлять. Или можно практиковать ее на уровне, допустим, что представлять 2 сразу друг возле друга. Где вы это берете? Где вы это берете вообще? Забудьте, что вы здесь написали, ничего не представляете. Завязывайте с этим. Был крещен ребенком в сознательном возрасте, в христианство не верил и не верю. Надо раскрещиваться или не принципиально? Надо раскрещиваться принципиально. Надо раскрещиваться. Скажите, кто проходил обряд раскрещивания? Спать лучше начали? Там много чего. И спать лучше, и улыбок больше, знаете, и терпения больше, и раздражительности меньше, и там очень много. Расскажите, пожалуйста, кто такой эгрегор? Вы являетесь эгрегором? Я являюсь обыкновенным маленьким человеком. Я родился маленьким весом, вырос маленьким человеком, живу маленькой такой, но очень приятной и хорошей жизнью. Чем я отличаюсь от обыкновенного человека, который живет несчастным? Я от такого обыкновенного и несчастного человека отличаюсь тем, что я очень счастливый человек. Почему? Я обожаю свою семью, я обожаю свою жену, я обожаю своих детей. У меня есть постоянный стабильный доход много лет. Когда есть доход много лет, то ты начинаешь по-другому относиться к деньгам. Можно так сказать? У меня есть постоянное желание делать что-то хорошее для близких. Я умею лечить близких людей. Я умею лечить людей на расстоянии. У меня есть дар, я могу вложить правильно деньги и предсказать, где будет хорошо, а где нет. При помощи эзотерики я могу делать так, чтобы продавалось, или что-то появлялось, или что-то происходило в моей жизни. В этом это отличает меня от людей несчастных. Я не изменяю своей жене. Соня, слышишь, что я говорю? Я не изменяю своей жене, могу сказать, почему я решил этого не делать. Дело в том, что изменить близкому человеку, это может сделать каждый человек. То есть изменить близкому человеку – это легкий путь. То есть можно всегда найти женщине мужчину, мужчине женщину, можно влюбиться, можно не влюбиться, можно запросто найти. Сейчас очень популярно это, знаете, есть слова пикап, которые там закадри кого-то, есть там желание у кого-то, есть много порнографии, есть там, ну в общем, что мне вам рассказывать? И у обыкновенного человека может появиться это желание, там, хочет он этого или нет, потому что его это может раздражать или возбуждать. Я для себя решил, что мой путь – это путь высокодуховный. Почему? Потому что прожить так, чтобы изменять может каждый, а прожить ради одной всю жизнь могут единицы. Вот я хочу быть тем человеком, которых единицы. Почему? Посмотрите, людей обычных много, а людей, которые достигли материального благополучия или славы, их единицы. Правильно? Тогда, начиная с чего-то единичного, это матер то безумно, начиная с чего-то единичного, ты становишься единицей. То есть, начиная даже с того, что ты постоянен, ты можешь быть как единственный человек среди большинства. И это уже тебя достает из общей системы социальных модулей, в которой ты проживаешь. Правильно? Смотрите. Каждый может накричать, будь тем человеком, который не накричит. Каждый может там критиковать, будь человеком, который не раскритикует. Каждый может быть вредным, будь человеком, который не вредный. Таким образом, ты автоматически вылазишь из этого социального модуля, где все такие. Все могут быть такими, все могут не сдерживать эмоций, все могут надуваться, все могут истерить, все могут нервничать, все могут быть вредными и так далее. Все могут напиваться ежедневно, понимаете, все могут, это не сложно. И только единицы не могут быть вот абсолютно отличающимися от всех остальных, правильно? Все могут маму послать, или все могут там
смотреть только гадость, или все могут там на детей орать с вытаращенными глазами, все могут быть неудовлетворены жизнью. Так может каждый, это легко. А духовный путь – это жить таким путем, где нужно работать над собой, где нелегко. Все могут изменять, только можно прожить так, чтобы быть верным. Понимаете, это особенно. Все могут прожить ради всех, а только единицы могут только для своей семьи. Понимаете, это много-много объясняет. Получается, эзотерика – это та наука, которая дает возможность прожить не как все. Поэтому я своей жене не изменяю. Мне нравится одна женщина, я люблю свою женщину, а если она состарится и станет лысой? Ну и что? Я люблю свою женщину, она мне нравится, буду ее гладить. Да, любой. Но она не состарится и будет всегда красивой, как я. Когда будет обряд раскрещивания? Сейчас обряд раскрещивания будет только платным, бесплатных больше не будет. Объясню почему. Я себя после них очень плохо чувствую. Нужно это делать хотя бы за деньги. Знаете, бесплатно я больше этого не сделаю. Последний раз, когда было там несколько тысяч человек, я провел обряд раскрещивания, где-то часа 2 я себя очень плохо чувствовал. Зачем мне себя плохо чувствовать? Так хоть за деньги я буду плохо чувствовать. Буду доставать $1000, целовать и говорить, потерпи еще час. У меня такое было, сейф, и в сейфе я утром садился, ставил свечку, работал как эзотерик. И вообще не хочется работать. И я вот так доставал конверт, доставал из конверта сумму денег, ложил фотографию человека, с которым мне нужно работать. И вот начиная работать с этим человеком, потом смотрел на деньги, гладил их, говорил, у тебя скоро заработаю. И снова работал с человеком. Потом второго доставал. А если бы этих денег не было, я бы себя не мог заставить работать. Понимаете? Поэтому, когда приходил к людям, сразу говорил, я умею это делать, я могу это сделать, но мне надо, чтобы вы сделали мне предоплату 100%. Почему предоплату 100%? Мы потом заплатим, когда это произойдет. Я не смогу так работать. Почему? Мне ничего не вдохновляет это делать для кого-то просто так. Я так не могу. Извините. После этого многие отказывались, знаете, а потом нашлись те, которые платили. Все в порядке. Все вообще великолепно. Как-то влияет на четкие, цвет влияет на четкие. Я рекомендую, вообще ученикам школы Кайлас, я рекомендую использовать янтарные четки. Почему янтарные четки? Янтарные четки, они увеличивают психическую энергию и добавляют человеку доброты и тепла. То есть янтарными четками теплее живется, появляется больше улыбки, появляется больше теплоты. А еще если янтарные четки использовать, то появляется отвращение к употреблению алкоголя, теряются вредные привычки и так далее. Можно заказать у нас тоже есть натуральные янтарные четки производства Ровно. Можно заказать, очень красиво. Есть даже маленькие такие красивые бусинки. Подскажите, чем со стороны эзотерики заканчиваются отношения? У женщины с женатым мужчиной или у мужчины с замужней женщиной? В случае, если у них происходят отношения, то тогда одна часть ребенка энергетическая, она разрывается. Таким образом, когда мужчина изменяет женщине, а женщина изменяет мужчине, то если у них есть дети, или даже если нет детей, но есть в будущем дети, то тогда энергетический кокон этих детей разрывается на части. Понятно? Нельзя женщине, имея мужа, изменять, потому что, вот смотрите, если мужчина часто изменяет своей жене, а она не изменяет, то у нее будет онкология груди или онкология мочеполовой системы. Если она изменяет очень часто, я могу сказать, что если любите человека, с которым вы изменяете своим близким, то тогда пожалейте этого человека и дайте ему шанс быть счастливым человеком. Не нужно с ним дальше встречаться. Правда, это очень по-честному. Дальше не забирайте. Есть семьи, и Бог создал так людей, что им очень тяжело в семьях соединяться. Людям тяжело соединяться, тяжело начинать жить, тяжело вот как-то объединяться. Понимаете, это тяжело дается и долго. Разрушить это очень легко. Понимаете, не будьте тем человеком, кто это ломает и разрушает. Почему? Ломать, не строить, много ума не нужно. Ломать, не строить. Это. Вот попробуйте сделать из одного здорового человека, больного человека легко. Взял ломик там, или там, стрельнул из пистолета, и человек больной. А вот потом вылечить этого человека очень долго нужно. Понимаете, годами, по чуть-чуть выстраивать это все.
Точно так же и в этом случае. Когда есть семья, то это уже организм. Кто-то начинает ломать этот организм, и потом разрываются и отношения, и сердце, и чувства, и эта семья. Не нужно быть тем человеком. Не отвечайте мужчинам, которые женаты. Вообще могу сказать, как разорвать отношения с женатым мужчиной. Попросите у него, чтобы он купил вам шубу за $6000 или за $8000. Скажите, я знаю, что ты меня любишь, но мне всегда хотелось шубу за $6000. Пожалуйста, я хочу, чтобы ты купил мне ее. Начните с айфона, пусть закончится шубой, понимаете? После этого он будет думать так: ого, дома бесплатно, а туда я должен отнести такое количество денег. Все, на этом все закончится. Понятно? И вы поймете, что вас используют с позиции практичности. Вот так. Понимаете? Должна ли женщина? Конечно, с позиции практичности. Но вы же ответили тем же самым, получается, вами пользовались. Ну и вы должны оценить себя, во что вы себя оцениваете. То есть я себя оцениваю в стоимость телефона iPhone. В случае, если он не покупает, то говорит, что это я даже не стою по стоимости iPhone или что это такое вообще. Как-то нечестно. Это напоминает правдивую историю. Скажите, никого это не обижает, то, что я говорю? Женщина должна себя оценивать даже. Реально, хочу много денег. Андрей Андреевич, много методик, и они реальные, работают 300%. Большое спасибо. Оборвалась связь, и мы не услышали, что будет, если женщина изменяет. Женщине нельзя изменять, потому что если женщина изменяет, то в семье будет нищета. В случае, если мужчина изменяет, то в семье будет отсутствие здоровья, то есть обязательно кто-то будет постоянно болеть. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас семья была здоровой и были деньги, то пусть женщина мечтает о том, что у нее что-то будет материальное. Допустим, женщина мечтает, у мужчины это появляется. Вообще нужно либо не жить с нелюбимыми, либо жить. Дело в том, что очень часто люди думают, что я живу, но мне этот человек не нравится, еще кого-то найду, там я должна что-то почувствовать и так далее. Это неправильно. В этом отсутствует здравый смысл. А еще вы очень часто попадаетесь на удочку ментальных программ. То есть человек вас хочет, человек желает, после этого вы начинаете включать чувства, не можете никак сдержаться, после этого начинаются измены, вы считаете, что это искренняя любовь, а если дать вам возможность жить совместно, то у вас разрушатся отношения 100%. Еще не было практически ни одной семьи, где мужчина ушел от своей женщины, с которой прожил много лет, и ушел к другой и жил бы счастливо. Такое так редко случается, просто так редко. И обычно заканчивается рано или поздно все равно разрывом. Рано или поздно. Есть такой тип людей, охотники. То есть это люди, которых не удовлетворяет жизнь до того момента, пока они живут с кем-то, пока они живут с кем-то. Им нужно постоянно охотиться. То есть они считают, что есть еще красивее. Это, знаете, как я человек, которого не вдохновляет одна картина Леонардо да Винчи, и я ищу все картины Леонардо да Винчи. И снова ищу картину, и снова ищу картину. И вот я нахожу Леонардо да Винчи, он говорит, да нету у меня больше картин. Я говорю, слушай, Леонардо, я не могу, мне надо еще картины, давай, рисуй картины. А он говорит, да нету больше, у тебя же и так все мои картины, что тебе мало, поставь их и смотри на них. Нет, я еще хочу картин, еще хочу. Вот есть такой тип людей, сколько у них не будет картин, даже если они придут к художнику и скажут, да, еще картин, то скажет, нету, они все равно будут не удовлетворены, то, что у него куча картин. Вот такие есть типы людей, понимаете? Они охотники, они не понимают, что можно оценивать одну картину, находить в ней красоту и радоваться от того, что эта картина твоя. Нет, им надо новые картины, новые, без конца новые, искать что-то новое, бесконечный поиск. Конечно, у мужчин это заканчивается тем, что они постоянно ищут возможность там более молодую, а потом начинается, там ему 60, ей 21. После этого приходят, она стесняется на него сказать там Юра, знаете, а он стесняется сказать там любимая, понимаете. После этого а ты стесняешься сказать даже гипотетически, это дочка или все-таки жена, знаете. У меня был такой друг, он пришел с девочкой очень молоденькой, похожей на мальчика. Я сначала думал мальчик.
И я говорю, он потом, ну как тебе моя любимая? Я говорю, кто любимая? Я говорю, послушай, Юра, в твоем возрасте таких любимых нужно уже воспитывать. Ты уже в таком возрасте, когда у тебя должны быть дочери вот такие, или внучки даже, а уже вот это называется, как по мне, то это называется в твоем возрасте, конечно, как мужчине неудобно, но это реальная педофилия. Слушай, я в этом случае не как эзотерик, а как врач обращаюсь. Я ему тогда это сказал. Я говорю, ты знаешь, Юра, вот раньше я с тобой нормально разговаривал, а сейчас не буду. Почему? Потому что я считаю тебя педофилом. Какая у вас разница? Он говорит, у нас разница там 26 лет. Я говорю, ну у вас разница 26 лет, ты педофил. То есть, когда тебе было 30 лет, то ей было 3 года. Ты педофил, все, я уже этого не понимаю. Плохая тема. Спасибо за творчество. Скажите, пожалуйста, завтра мне все педофилы побьют. Подскажите, пожалуйста, если встретишься с человеком много лет... Завтра никуда не выходим. Нет, я буду дома. Выгляну, там, наверное, будут стоять педофилы. И он, в принципе, пусть смотрят на женщин, которые с ними могут прожить вместе состариться и в одном возрасте умереть. Но я знаю, там, 10 лет, 15 лет, хорошо, там высший потолок, там 20 лет. Но больше это уже не хорошо. Даже 15 лет это уже многовато. Но я за то, чтобы женщина была 60-летняя, а мужчина был 20. Вот это да. Я за, да. А женщины что? Ей какая разница? Она молодеет рядом с таким мужчиной. Ей можно, пусть. Можно ли женщине, допустим, переспать с очень богатым мужчиной? Или можно ли женщине спать с мужчиной, которого она любит, и очень бедным? Так вот, я вам хочу сказать. Если женщина переспит с очень богатым, даже который не нравится ей, то в дальнейшем она, скорее всего, очень будет богатой и улучшит свое материальное благополучие. А вот в случае, если она несколько раз будет спать с мужчиной, которого любит, а который бедный, и она, будучи из богатой семьи, то у нее появится нищета и бедность. Это такая особенность. Это тона, они обваливают все. Но обычно богатые мужчины, они не хотят спать с бедными женщинами. Может, там жены геронтофилки. Если честно, я не особо понимаю, что вы написали. Струна фуриока никогда не отдаст вас педофилам. Большое спасибо ей. Моя доченька не может хорошо учиться, но хочет, как ей помочь. Давайте ей мой препарат Магнумцид и мне Манором. Раз вопросов нет, будем заканчивать. Итак, я сегодня сделал обещание. То есть мне сегодня хочется сделать так, чтобы у вас завтра был хороший бизнес. Пусть люди, давайте я вас обойду. Пусть люди, которые сегодня здесь находятся, соединятся со мной в идее твоего вебинара. Завтра будет. В субботу будет очень хороший. Ом махум хрев, махум хрев, махум хрев, махум хрев, махум хрев. Все. Да, а завтра вам хорошего бизнеса. В 5 часов только будет там что-то не очень хорошо. А во все остальное время, пожалуйста. Так а что работать в субботу до 5? В 5 уходите домой. Хотя если с 5 до 6 просидеть, то с 6 и дальше будет все равно хорошо. Все, я желаю вам всем успеха. Это только на субботу поставленная программа. Так работает эзотерика. До свидания. Все, ура.